Привет, начинаем стрим, день 24. Итак, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что у нас не обновлялась информация, но это я починил. Я починил вне стрима. Починил, изменил и так далее. Плюс добавил то, чтобы у нас отображалось этот самый звук при старте волны. Естественно, ты здесь. То есть в данном случае у нас здесь отображается, точнее звучит. Отображается. Звучит звук здесь и звучит звук, если мы здесь. То есть на клиенте. Там и там как бы все работает, окей. Что касается... Ну, я перенес, во-первых, из гейм-мода в Player State звуки касательно Wave Start, и там метод Wave Start сделал, который делает то, что надо. Так, Time Counter давайте 99 поставим, чтобы мы успели тут все сделать. У нас какова была история, что на сервере у нас не обновляется, точнее наоборот обновляется вот эта часть, лимит, прочее. О, какой злой! Второе сообщение, что? Здорово, как дела? Здорово, дела хорошо, дела хорошо. А на клиенте вот это все не работало, то есть, ну, и звук, во-первых, тот не работал, и этот не обновлялся, в общем, сделал я, теперь все обновляется. Все работает, суть такова, что там он туда-сюда передрачивался, то есть пересоздавался. Это я убрал и нафиг скрыл это. А это что такое? Зачем мне это? Ну и, пожалуйста, ну и не надо, говорится. В общем, там на делегатах плюс в конце идет вопрос, лучше, конечно, показать. Так, point. Здесь у нас вот это все ничего не тронули, блин. Вот представь, что сказал жене, что придешь не позже 22,0, а сам бухал до утра и пришел пьяный. Это так ты себя сейчас ощущаешь, что ли? Да я решил перенести. Мы, наверное, на час перенесем начало. Что теперь не с 10 по 11, а с 11 по 12 будет начинаться. Так. Значит, чего я сделал? Тут был такой товарищ, как вот он, Tower Upgrade Implementation. То есть, когда у нас происходит апгрейд, все, что на сервере, нас устраивает. Это вообще без вопросов. Но вот этот вот has authority я повесил. То есть, если мы на сервере, то мы делаем update widget. И в свою очередь этот метод, он просто-напросто триггернет в этом, в TowerPoint, триггернет. Почему нет проверки на... Кто это сделал? Триггернет этот и передаст Tower State туда, наш, так как это на сервере. А если мы не на сервере, у нас висит Tower State, вот этот Replicated Using, который сработает у клиента, который, когда обновятся данные у этого поля, то он отошлет, ну, короче, он стриггерит этот метод. В общем, вот это вот еще пока тяжело сразу понимать, что, мол, надо разделять вот такие вот логики на серверную и не серверную. Еще очень тяжело понимать, что сервер это и есть игрок первый в данном случае. Потому что представляется всегда, когда думается, ну мне, по крайней мере, что вот сервер это вот что-то над,
а игроки это что-то под. И, ну, смотря как изображать. Но суть в том, что на сервере логика и всем остальным рассылается. То есть, когда вот и пишется клиент, то есть это означает, что всем остальным клиентам рассылать. Не, нифига. В данном случае это не совсем... Ну, это так, да, то есть это будет работать и там, но не совсем, короче. В общем, вот эта вот фигня. То есть здесь в данном случае у нас сразу идет обновление у того, кто, а там нет. Ну и если мы, естественно, закомментируем вот эту часть, если я все правильно понял, я очень надеюсь, что я правильно это понял, потому что если я это неправильно понял, то я вообще сломаюсь. А когда мы обновим, то он не будет работать у сервера, то есть того, кто справа сейчас тут. Вот этого товарища обновление не будет работать, а у того, кто слева, будет работать. Да, вот. Все этого не работает, а у этого оно работает. Это по той причине, что вот этот вот делегат, который мы сюда повесили, Replicated Using Update Widget, который вызовет, он срабатывает только у клиента, а не у сервера. Вот поэтому мы это вернем. И нам надо вызов сделать Update Widget. Можно было бы, конечно, оставить этот самый, как его... Просто в update widget вызов. Просто он тогда 2 раза будет триггерить этот делегат. Вначале он будет передавать старые данные, а потом через время к нему залетят новые. Короче, он 2 раза будет действие это выполнять. Это некрасиво. Мы так не хотим. Поэтому мы сделаем вот такую вот вещь. Если он все выполнит, бла-бла-бла. Тем более он это все так на сервере выполняет. Подожди, а в чем смысл тогда проверить Has Authority? Подожди, он также это на сервере выполняет, правильно? Upgrade Implementation. Ну подожди, а вообще существует debug else? Кстати, а что вчера было? Минусануло электричество и нет. Message. Не. Наука не. А как если бы интернет, как я написал бы? Это дурацкая фигня. Знаешь, что это вот есть такие моменты, когда тебе должны написать или позвонить и условно сказать, что, мол, ты вот будешь нужен. Короче, тебе надо будет резко сорваться и что-то делать. И ты не знаешь, когда тебе должны позвонить. Период того, как тебе позвонить, с 8 утра до 8 вечера. Я сидел, ждал до последнего. Ничего нет. Я так подумал. Ну, это же когда... А когда будет набор? Когда будет набор? Когда мне сообщат, что? Конечно, во время стрима. Поэтому я решил без стрима. Но я кодил, я же говорю. Я вот это вот поменял, пока сидел. Старый, ну чё ты? И потом... Что? Звонок был фиг знает когда. Короче, можно было стримить по итогу. Привет. What's that? Debug message. What's Значит, that, brother? Ну-ка, подожди. ГВП. Он вообще сюда залетит? Или нет? Сюда залетит, потому что, по идее, он не должен сюда залететь вообще. Что за история была? Очень интересная история. Я пропустил. Ну так это YouTube. Слушай, ты на YouTube, там можно, как его, отмотать назад и посмотреть, послушать. Очень интересная история. Требует обязательного перепрослушивания, перепросмотра. Ну да, эта фигня там вообще не имеет смысла. Эта штука там вообще не имеет смысла. Угу. Мы же и так его на сервере запускаем. Проверка не имеет смысла. По итогу мог стримить и просто сорваться во время стрима.
Ну, мне не нравится вот это, когда ты постримил час-полтора, и все, типа, и тебе резко надо вот это вот не очень красивая история. Если бы там 3+, еще ладно, типа, все, ребят, я побежал там туда-сюда, это окей. А вот это вот я не люблю. Но по итогу я вообще мог стримить, а там все было гораздо позже, чем я заканчиваю стримы. Даже если бы задержались там условно 5-6 часов, все равно было бы нормально. Короче, в общем. Ну, это классика, это классика. Начнешь, типа, стрим, тебе через минут 15-20, типа, мол, а если не начнешь стрим, то вообще никогда на следующий день перенесут. Ах, ну, короче, в общем, такая история. Мерзость, гадость, фу. Не люблю такое. Great Widget. Да, это сделали, в общем, все работает, все окей. Переходим к рунам. Переходим к рунам. И что, тебя приняли? Да, на передаче. Куда приняли? Кого приняли? Где приняли? Как приняли? Button, виджет. Это подождет пока. А где датаст, рунмастер? А, вот он, красавчик. Спрятался от нас. Use рун. Ты же говорил про какой-то набор. Не, набрать, в смысле, набрать номер телефона, набрать и позвонить. Либо написать. Вот, должны были. Ну как, это и произошло, позвонили, но вот, договор был такой. Либо наберем, либо позвоним. О, блин, либо наберем, либо позвоним. Ну, короче, ты понял. Текст или звонок. Фу, звонить вот это вот еще ужас. Приглашают на новый проект. Не, никто никуда меня не приглашает. Куда такого упертого, а? Куда-то звать. Property. Property. Нам надо... Понятно, что edit anywhere. Blueprint. Read only. Категория. Runmaster D. Нам надо следующее. Нам надо... Что-то нам надо. Нам надо... Ну, icon нам надо. По-любому нам надо icon. И хранить его в виде... Или можно его не хранить, в принципе, в софте, потому что мы сами руны будем в софте хранить. То есть вот эти дата-ассеты. То есть у нас какой-нибудь дата-тейбл, в котором хранятся вот эти вот все руны. А вообще, если нам, в принципе, их никак не делить по... Или мы будем их как-то делить? Просто есть несколько вариантов. Тут 2, 3, 4, 5. Если мы их как-то разделяем, какой-то логик, ну, допустим, там тоже вот эти вот грейды какие-нибудь придумываем. Придумываем какую-нибудь логику. Какую логику мы придумываем? Ну, там каких-нибудь механик, да, там damage механика, heal механика, какая-нибудь типа такого что-то. Идеально было бы разделение, то есть мы вначале там бац, бросили, ну, по принципу, как в предыдущем-то проекте происходило, то есть мы там грейд определили, да прекращай спамить. Мы определили грейд, мы знаем, куда мы пойдем, в какую таблицу. Мы идем в эту таблицу. В этой таблице у нас есть другие таблицы, где мы определяем этот самый... Мы получаем другую таблицу, в которой мы определяем там другие какие-то вещи. Ну, там у нас вместе было, но не суть важно. То есть
Там мы вначале определяли, да, grade, потом мы определяли, какой тип предмета нам выпал. Потом по типу предмета мы шли в таблицу, где типы таблица для таблиц. И по этому типу предметов находили нужную нам таблицу и среди нее выбирали. Я только сейчас понял, что старым он называет то ли мышь, то ли клаву. Он комп называет В старым. смысле прекращай. Ну, вот так вот. Ну, прекращай спамить. Он там, мужик, он там, короче, комп что-то это самое начинает стучать по нему. По-моему, это комп был. Ну, системный блок. Вот. Хотя я не удивлюсь, если это мангал был, зная этого чувака. Так. Поэтому можно хранить руны, в принципе, image, вот этот и магия 2D, вроде как. Но это не точно. Вот же извращенец. А ты не видел этот видос оригинал? По-моему, Image 2D, но неважно, если что исправим. Это телевизор? Это телевизор. И он в лесу это делает. Не, в лесу, да, я помню, а телевизор я не помню. Я помню, коробка какая-то, я что-то запомнил, что это комп. Ну, телевизор вот он дрочит. Ну, короче, в общем, оригинал надо посмотреть. Я почти ни один из твоих мемов не знаю. В смысле? А в смысле? Так вот, мы руны храним все равно. Если мы ее уже как бы используем, то нам и картинка ее нужна. Потому что она попадает вот этот бар, который отображает, соответственно, там картинка нужна. Поэтому и как бы сам датассет присутствует. А сам вот датассет руна мы будем хранить в софте. Вот, и загружать ее вот так вот. Хорошо. Далее. Далее следующее. Что нам еще надо? Нам надо кост обязательно. Рун кост. То есть ее стоимость, и это будет int. Я думаю, вот так сделаем. Int 32. Рун кост. После чего... Что нам еще надо? А что это за средневековая музыка? Какая-то музыка, а что такое? Хорошо звучит. Да, хорошо звучит. Знаешь, все нагенерено. Это, кстати, это, по-моему, свежак. А, да, это свежак. Это я недавно делал. Сыграет. Так. Что-то, ну, в этой Суна, по-моему, называется. В Суна нагенерил. Так. Я в последнее время на такое подсел. Так это, походу, сейчас это эпидемия такая. Потому что попадаются видосы, мол, А я вчера внедрил свой хук в систему импорта ассетов. это круто. Что за хук? Попадаются видосы, что, мол, типа, включаешь себе этот, средневековую музыку, и вот теперь ты не впахиваешь на работе, а делаешь квест, там, типа, чуваку, который дал тебе там вот, или еще какая-нибудь фигня такая, вот такой вот мемас. Есть, походу, это... Вот так, короче, походу. Так, use rune это потом. Нам надо еще что-то понять, что нам надо, кроме магии, кроме этого. Само description, сам description в текст нам нужен.
FTX, потому что у каждой руны он свой будет, и он прям огромный. А вот дальше нужно будет немножко... Хук — это когда свою функцию внедряешь. Дело в том, что Unreal при импорте статик мишей не подтягивает сокеты. Хук, когда свою функцию внедряешь, дело в том, что Unreal при импорте... Так, еще раз, дело в том, что Unreal при импорте статик меши не подтягивает сокеты. Статик меша именно. Ну, круто. И, короче, ты сделал, чтобы она подтягивала. Ну, это круто, ты красавчик. И это огонь. ГПТ, да? Это как этот... Я попросил ГПТ написать код, который это исправляет. Я сам не все разобрал, то заработало с первого раза. ГПТ сделал. Молодец он. Ну да. Ну, это как приезжает мужик, там, ну, лошадь, телега, приезжает. Люди, я угля привез. Лошадь такая, да, ты привез, да? Это что-то из этой оперы, да? Получается. По поводу текста, я вот думаю, наверное, у нас будет метод, который делает getText, description у нас описание. Description, ну да. По той причине, что нам надо вставлять всякие поля, типа damage, типа еще какая-нибудь залупа. Не, ну я сразу сказал, что лошадь привезла. Так вот, всякую эту фигню вставлять, то есть у нас где-то появится damage, где-то появится этот. Правда, как мы будем его вписывать? Вот это вот проблема. То есть нам надо будет написать метод, который разберет эту строку. Ну, во-первых, переведет ее в строку. Потом найдет какой-нибудь триггер. Ну, какие-нибудь символы, там, допустим, процент, $, процент. И вместо него вставит нужное нам. Удалит его, нужное нам вставит. Первое, второе, третье и так далее. Такого что-то как-то так делать. А в какой очереди? Ну, FTX нам все равно, да, оставлять его в edit, потому что мы его там вписываем. А вот именно в коде нам надо будет его через virtual ftext, getText делать. И который будет вот этим вот парсить, по-моему, да, это все история называется, парсинг. Мы разбираем сам текст. Что это такое? Молодец. Мы его разбираем и вставляем туда эти штучки-дрючки. Оу. Просто оу. Ну, типа, там, создает вихрь из говна и палок и наносит от. Ставьте свою цифру до, ставьте свою цифру. Урона с шансом ставьте свои цифры. Вот типа такого. Ну, вместо ставьте свои цифры какие-нибудь там, я не знаю, вот эти вот процент, $, процент. Только он же должен понимать, что это процент или процент. Для каждого это свое. Я же не буду писать как бы у каждого свой. Это что-то мне не нравится. То есть, соответственно, значит, туда надо подставить name именно поля. И по нейму поля обращаться. То есть мы сам ftext вставляем, допустим, run damage. У нас будет какой-нибудь там, ну, допустим, run damage, run cost, чтобы наглядно было, да, вот мы вставляем там описание, бла-бла-бла-бла-бла-бла, потом вот этот пишем $, точнее, как его там, процент, run cost, процент.
и цепляем от процента до процента. Первый — это наше первое поле, мы его записали и потом использовали, то есть взяли, обратились именно к полю у себя. А как он находит поле у себя? А если такого нет? Но если ошибка, там это ошибка будет, он, скорее всего, ничего не вернет, там все просто будет. Ну, это у ГПТ в помощь, как говорится. Но я вижу только такое решение, потому что просто... Ну, подожди, не обязательно такое. Можно по старинке, то есть у нас есть там вот эти графа, то есть там стоимость столько, damage такой-то, шансы такие-то, этот такой-то, а потом просто описание, сплошной текст, то есть не в самом описании зарыт вот этот damage и прочее, а именно там. Плюсы. Плюсы мы четко знаем, что нам не надо среди этого текста искать, где же там damage, выцеплять его. Ну и плюсы работы, нам не надо вот это прописывать, всякую историю. Это вот очень интересная приколюшечка. Ну ладно, это оставим на потом. Переделать в любом случае не проблема. Но, конечно, с разборкой этого текста, преобразованием и прочее, это интересно, что-то новенькое. Это было бы интересно. Но я вижу минус с точки зрения того, что, во-первых, нам надо четко указать в самом описании. Потому что если в момент, когда описание прописывается пальчиками, ручками и так далее, ошибка, то ничего работать не будет. А здесь нам компилятор скажет. То есть там мы поймем только, если там он не отобразится. А тут мы поймем, не соберем, короче, просто-напросто, если будет ошибка. Вот. В принципе, блоков немного создавать. Более он один виджет будет. Уже их немного. Плюс при нажатии он открывается. У нас же сбоку он идет. Я же хотел вот так вот сделать. Нажимаем, и вот тут появляется эта вся история. Чпок появилась. Клик, бац, допустим, из-под экрана. Бац, резко так выезжает. То мы делаем клик. Или клик. Но она заезжает условно. Либо там apply, combine, прочее. Но мне надо обязательно менюшка большая такая, чтобы было просторно, можно было много чего писать. И потенциал был на дополнительные кнопки, потому что в будущем, может быть, я захочу еще что-то добавить туда, какие-нибудь функционалы для рун. Ну, как минимум, вот сейчас, пока я не буду делать комбайн, пока нет в планах это делать сразу. А комбайн, может быть, и есть в планах. Подожди, не комбайн, а какой-нибудь cell. Не, cell тоже надо будет делать. Но все равно это на потом. Вот, cell, комбайны, какие-нибудь там еще апгрейды, там замены и прочая фигня. Может, механика запоминания какая-нибудь из разряда там добавить в мусорку. Вы не можете воспользоваться этой карточкой, а другая карточка, допустим, берет карточку из мусора и применяет ее 2 раза, рандомную карточку из мусора. Вот. Типа такого как-то сделать. Ну, а карточка из мусора существует там от 1 там, до 2 ходов рандомно. Ну, короче, чуть такое придумать. В общем, там кнопочки разные подобавлять. В общем, надо. Надо, обязательно надо. Прям пойдет. Хорошо, это в мастере, то есть у нас у всех рун имеется рун и магия, рун кост, рун дескриптион. Description. Description, так пишется, нет?
Или нет? Или да? Или куда? Ну, вроде бы так. Тут не точно. Окей. Дескриптион. О, остальных там damage. И прочее. Вопрос, конечно, в том, что именно они делать будут. Ибо... Я же описание хотел сделать. Блин. А как это сделать? Все было хорошо. Руны должны влиять на... Руны должны влиять на игрока, на мобов, на этот. Это все с player state связано. Потому что там вся эта информация. Как и про первого игрока, так и про... А, подожди, а где про второго? Это в game state про второго игрока разница. Есть. То есть сейчас к game state надо будет обратиться. У него же, по-моему, как раз таки из гейм-мода. Game State Player Array. Да, у нас есть такая штука. Player Array. И мы можем взять, обратиться к всему этому добру. И жизнь будет прекрасна. Ну, там проверите, типа, свой, не свой. Вы не чужой, так сказать. И жизнь будет хороша. JS Player Array. Только датасет как должен к этому будет обратиться. И вот это тоже красивая история, когда он просто берет и проверяет main.js. Просто и со вкусом. Без проверки, точнее, работает. Мне не нравится такой подход. Как связать? Это здорово, что метод здесь. Это, конечно, здорово. Это великолепно. Подожди, изначально стоять. Я только вчера узнал, что можно менять Game Instance. Но только не узнал, как. Можно менять. Но зачем тебе его менять? А я тебя, знаешь, куда бы отослал? На мои самые первые видео. Я там через блюпринты это делал, по-моему. Или я характера менял. Я, по-моему, Game Instance менял. Или характера, не помню. Но я там через блюпринты это делал. Потому что надо. Не, ну это аргумент. Это Чтобы да. свою систему сохранок сделать. Это делается в Project Settings. Он не это имел в виду. Подожди, или ты это имел в Это виду? полезно, спасибо. Подожди. В смысле? Ты имеешь в виду гейм... А, ты про этот, фу. Я подумал, ты в этом имел в виду. В этом менять. В этом. И я не про Game Instance подумал, а про Game Mod. В процессе игры самой. Game Mod, кстати, тоже, по-моему, менять нельзя. Значит, я там характеров менял. В смысле не это? Думаю, там и надо. Не, это там и надо, да. Это Project Settings делается вот здесь. Это все Project Settings, Game Instance. Game Instance.
Инстанс класс, вот он. Кстати, почему у меня не мой гем инстанс? Вот так вот эта вся история происходит. Я вообще не то подумал, вообще не о том, не то. Это успех называется. Ну, короче, вот. Да, его меняется здесь, и все окей. Рун и магия, рун description. Рун кост. Руна есть, хорошо. А зачем для Safe Load System тебе Game Instance? Буду хранить там абсолютно глобальные переменные. Кост. Рун и магия. Ну ладно. Description. Нам нужна компонента. Мы же в компоненте это все делаем. Если берем с самого начала, как у нас происходит, у нас есть компонента, и в ней хранятся эти все истории. То есть нам, когда падает что-то, она летит в эту компоненту. Мы же работаем не Но у с... меня каждый чарактер принимает датасет, который задает его характеристики. Думаю, оно не будет адекватно работать без доработки. А что значит адекватно? И в чем проблема, когда он принимает датасет, который задает характеристики? Компонента нам нужна, то есть у нас залетает, ну, выдается вот это вот три руны. Эти руны мы засовываем в компоненту. Компонента как бы триггерит виджет. Вот. Триггерит виджет и передает вот эти дата-ассеты туда, в эти виджеты. Чтобы они там image отобразили, то есть, короче, хранили вот эту вот всю историю, потому что когда мы кликнем на виджет, он должен будет tooltip засунуть. То есть мы либо в виджете храним указатель на data asset, что в принципе будет куда проще, чем хранить мы будем указатель на компоненту и индекс. Вот. Потому что индекс, если поменялся, нам надо менять, а так нам ничего не Я надо еще менять. не узнал, как это работает. Я только узнал, что Game Instance для сохранения персонажа нужен. Ну, обычно там сам файл save, вот этот, как там он это все происходит. Слушай, так тебе надо опять же, FPS, я же делал сейвы там, тебе надо в те видосы туда идти. Там, по-моему, как раз по названиям, типа сейвы делаем или что-то типа такого названия будет. Там первый, там, может, 40-й, там какой-то 40-60. Ладно, 30-60, давай так сделаем. Скажем, видос, и там я сейвами занимался. Вот. Либо просто УГПТ. Типа такого. Руны магия. То есть у нас компоненты отослали, подобрали, там виджеты передали. Он хранит дата asset, он тот самый, потом мы кликаем на него. У нас... Смотреть, как ты 4 часа это делаешь. Да. Почему, собственно, и нет? В чем проблема? А в чем проблема? Подожди. Жалко 4 часа, что ли? Что за фигня, не понял. Отослали туда, tooltip открывается, tooltip тоже хранит этот самый, и нам надо будет указатель на компоненту еще брать. А потом указатель на компоненту мы запускаем apply что-то там. Я от получасового ролика даже 10 минут не посмотрел. Ибо скучно стало. Получасового ролика, даже 10 минут. А что за получасовой ролик? Ты этот самый, конечно, как его... СДВГшник. Ведь тебе же надо было мыло ставить, да? Надо было мыло ставить. А если я выпущу видос часовой с мылом? Нет, это про систему, это ты не про мой видос. Про систему сохранок. А если бы там с мылом было?
Досмотрел бы? Ну, мыло режут, знаешь, там, так вот, чик-чик-чик, а потом вот это вот начинается, там, всякое вот, отрезают, там, нарезают. Или Subway Surf, когда бегает. В реках выпадает видос. С 2G такой, посмотри, посмотри. Еб, не падай. Так, давайте компоненту создавать. Что за прикол с мылом? В смысле? Ты что, это самое, в тиктоках не сидишь всяких? Ты что, не тиктоковский? У нас вчистую, да, она будет? И нет чего больше наследоваться там. Статс, рун. Рун, yes. Нет, у меня он даже не скачан. Зря. Там вообще мечта из ДВГшника, я тебе отвечаю. Там прям, если ты вот... Тебе реки подберутся под твой тип из ДВГ, там вообще забей будет. Там вообще. А прикол с мылом в чем? Ну, тебе какой-нибудь видос, такой, там, какая-нибудь лекция, там, какой-нибудь подкаст или еще что-то. И дополнительный видос там сверху или снизу, где мыло нарезают просто там. Ну, так обычно перезалив делают, типа, мол, берут какую-нибудь такую фигню и какой-нибудь другой видос, и ТикТок его типа не ловит. Но это как для СДВГшников получилось. То есть они смотрят на мыло и слушают что-то. Этот самый, там еще Subway Surf бегает. Какой-нибудь там, или Майнкрафт прыгает, или еще какая-нибудь фигня. Вот. Сделано. То есть смотришь, как мыло режут. Или там, или полы чистят. Там всякая фигня есть. Так, Runes Actor Component. Actor Component. Нормальная штука. Что, мыло? Да, вообще. Мечта с 2G, когда стример-интеллектуал подрубает, а ты в это время работаешь за компом и слушаешь его на фоне. Ну это, я так понимаю, не про меня, да? Так, Runes AES. Факты пожъехали. Runes Actor Component. Runes Actor Component. Runes Actor Component. Я просто думаю, ну, нам вроде бы ни от чего больше наследоваться здесь не надо. А у нас время работы сейчас не совпадает просто. Вот вчера один интеллектуал стримил космического деда. Что за космический дед? Dead Space. Космического деда. Это было тяжело. Было тяжело. Так, Runes AES. Все, пойдет. Runes AES. Runes AES. И там у нас будет все эти приколы. То есть он будет в себя принимать что-то. А что он в себя будет принимать? Как он будет понимать, какую ему фишку сделать именно? Ну, build felt, это понятно. Космические дедушки нарушили покой и наделили мальчика некроморфической мочой. Ты дракл, конечно. А как он будет понимать, какие у нас варианты есть? Ну да, Image 2D такого нету. Текстура, потому что U текстуре 2D. Image. Не смотрел в детстве Бен 10? Текстуре 2D. Не. Что это такое? Как он будет понимать, что он юзает? Блин, янамы создавать, что ли, которые пачкой держатся, который возвращает свой янам. И по янамам. Такая себе история.
А какие варианты? А какие варианты нам понимания того, что это за этот... Какие варианты? Если нам это, конечно, решает всегда все, Большой но... Намов. Да. Можно и здесь, но нам надо тогда принимать PS и вот эти вот все GS. Один из немногих нетрешевых мультиков на Cartoon Network. Пацан получил инопланетные часы, которые превращают его в разных инопланетян со сверхспособностями. Правда, часы эти время не показывают. Без понятия, что это. Тяжело. Тяжело. Да. Очень тяжело. Это слово. Осталось понять, как именно этот. Ну, есть еще, я же говорю, есть вариант хранить все именно, все методы в датастах, и через Virtual мы просто у них запускаем его и все. Но там многие вещи надо передавать туда. Это про твое детство. Про мое детство инопланетян призывать или что? Или боль про мое детство, или тяжело про мое детство? Наверное, тяжело про мое детство. Подожди. Так, во-первых, этот самый, он же должен быть, как его, вот этот вот Blueprint был. Blueprint был. Должен быть Blueprint был. Видеокарта 4060 Ti 8 ГБ, процессор Ryzen 7 97X 64 ГБ, оперативной памяти DDR5. DDR5. Если мы все это в дата... Ну, это некрасивая история, мне кажется, когда датасет будет отправлять на этот... И некрасивая с финамами вот этот список огромный. И когда нам надо добавить что-то, опять огромный список. Это прям тоже не очень красиво. Мне что не нравится, что не нравится. С другой же стороны, если у нас появляется новый какой-нибудь, ну, допустим, damage у нас есть, да? Damage есть, и вот у нас они по-разному все наносят эти, они немножко разные вещи делают. А что надо то? Я узнал, что макрос API нужен, чтобы можно было подтягивать твои классы из другого модуля. Надо, я думаю, как руны будут эффекты свои применять. Ну, вот у них разные эффекты есть, там, допустим, что-то будет ставить, ну, что-то спавнить, какие-то бафы, дебафы давать. Но это все код, и где именно сам код будет прописываться. Плюс он должен-то вызываться по факту, ну, на сервере-то. Датасет не может вызов сделать на сервере. То есть, соответственно, вопрос, как мы будем понимать, что нам сделать? Есть такой класс Gameplay Effects. В этом самом, Используй его. Есть такой класс, да, в чем он есть? В гасе. Да? В гасе он есть. Это здорово, что он там есть. Это великолепно. И что мне это даст?
Что мне это дает? Использую его. Что там хранить эти все штуки, отлично. А ты хорош. Знаешь. Да. Да, есть такое дело. Так, где у нас компоненты? Что ты это? Тебе плохо стало? In remove, do you want to continue? Can crash the editor? Разве непонятно, качай снова газ? Да, молодец. Подожди, а билдер, мы избавились от билдера. Мы избавились от билдера, а этот остался. Да. Где? Да, газ еще качать, да-да-да. Обязательно. Вот сейчас вот займусь этим как раз. Руниас. Ну, вызов там мы можем сделать и в компоненте. Это все без вопросов. Тут самый большой вопрос это в том, как мы понимаем, что за эффект нам применять. То есть это будет... Сделай класс прослойку. Effects Manager. H в него передавать поинтер на Ictor и что делать? Что значит навык? Да не стример же говорил, что газ шляпа какая-то. Не, да, газ шляпа. Вот именно вот такая вот такое вот ощущение по ГЭС. Вот сразу ГЭС, и вот это вот начинается. Прослойка это здорово. Этой прослойкой является компонента сама рун. Может являться. То есть она и содержит руны, и она эффект их применяет. Зачем нам еще какой-то класс дополнительный? Левый. Если рунами может заниматься рун компонент. Зачем нам что-то еще там? Тут вопрос, я же говорю, как вот она понимает, какую руну мы именно юзнули. Вот это вот по поводу в него передавай поинтер на актор и что делать. Что значит что делать? Что такое что делать? Как он поймет, что делать? Это либо мы вот эти вот U-объекты создаем, в котором в каждом что он делает. То есть у нас миллион U-объектов, и тогда мы их совмещаем. То есть делаем там dataset, типа R какой-нибудь, где dataset и вот этот вот Рун U-объект. компонент. Что? Ты собрался делать компонент под каждую руну? Да, Дендеракл, так, да, это и собрался делать. Да, под каждую руну. Yes. Используй вместо n такую вещь, как gameplay-tag. Тег передавать с руной в фабрику, которая будет обрабатывать. Как геймплей так. Хорошо, я использую геймплей так. Замечательно. Как моя компонента будет понимать, что это за геймплей так? Мне и лесенку из if-else делать? Я же говорю, вот сопоставить единственное, что есть, это где-то хранилище, где у тебя dataset, или можно в самом dataset хранить на U-object, который хранит, что он делает. Все. Но дело в том, что U-object... Switch case. Что switch case? Gameplay tag? Switch case или что? Так если switch case, зачем мне геймплей таги, если есть замечательные енамы? Вообще это странная у тебя архитектура. Да понятно. Понятно, странная. Ну, U-Object нас не спасает. Дело в том, что он-то не может выполнять на сервере все Руна это. тебе уже должна иметь код взаимодействия. Да. Да.
Но Потому что это ее зона ответственности. да, но я же говорю, как быть с тем, что она должна выполнять его на сервере? А чем тебе не нравится большой список янамов? Вот в Йолде список аним-ивентов переваливает за 250. Мне все нравится, я не знаю, но это у профессиональных программистов, у них какая-то, у них какая-то боль с янамами. Они когда слышат янам, им плохо становится. Янамы это зло. Вот геймплей-таги это добро, где надо через неймами это все делать. А Иван шарит за архитектуру. Мое почтение. Без сарказма. Это здорово, но я не вижу пока решение в том, что... Профессиональные программисты. Я же говорю, что изначально-то я и хотел их все засунуть в датаст. У меня даже тут имеется метод такой замечательный. Датаст, как useRun, Virtual Void. Но я вижу проблему в том, что ничего сделано не будет. Выполнено не будет. Ну, это будет локально выполнено. Ты на сервер не можешь это закинуть. Локально ты не можешь это выполнить. То есть нам надо, чтобы это было. То есть он должен будет в себя принимать какой-нибудь game state, заспавнить. Он что-то get world. Он не получит get world. То есть нам надо world будет до туда доставать. То есть мы кучу таких проблем каких-то приобретаем, и нам в обход их надо идти, то есть получать get world, доставать из game state этого, через него спаун брать, делать, потом обращаться к нему, доставать из него все эти вещи. Руна выполняет свой код на сервере. Но ты клиенту это же никак не вздрочишь эту всю фигню. Так-то. Пока все так. Все так. Все так. Пока все так. Тут тоже, ну, я уже говорил об этом, то, что миллион этих будет датастов. Причем они пусты, в них только методы будут содержаться. Это хорошо, конечно, что нам код не надо трогать общий, нам ничего в нем делать не надо. Мы просто руну создали и класс, точнее, и описали Virtual Void вот этот вот. Но их будет много. Ну, допустим, вот у нас добавится еще какая-нибудь руна там, где damage есть. Мы добавили этот damage. Мы отказались от гаса, чтобы написать свой. Как все настоящие сеньоры. Жиза. Ну да. У меня будет миллион дата-ассетов под каждого моба-босса. Каждого моба босса. Ну, это правильно. Я просто не знаю, люди как думают, что мне какой-то вариант нравится, а все остальные не нравятся. Типа, условно, правильный мне не нравится, а неправильный мне нравится. Мне никакой здесь вариант не нравится. Не с янамами, потому что это огромный список будет. Мне не нравится с этими, потому что будет огромное количество этих. Не с U-объектами, которые там создаются, ты привязываешь их, что это лишнее. Точнее, тебе не надо даже привязывать, ты можешь здесь это писать, но в чем прикол тогда? Если ты можешь сразу метод здесь тоже сделать. Ну, короче, в общем, мне ничего из этого не нравится. И тут буквально я ищу то, что мне менее будет нравиться. Наоборот. Или да. Короче, то, что мне меньше нравится будет или как? Может, я не понимаю, что такое да. Для меня да, это просто структура переменных для настройки. Подобно data table. Это не структура, это просто класс. Стримера. Не принимай близко к сердцу. Это понятно. А так ты имел в виду классы дата-ассетов? Я подумал про сами ассеты. Data Asset — это класс обычный. Вот если посмотреть, он же наследуется от U-объекта, вот, если дальше идти.
Это обычный, это не структура, это просто объект. Но дело в том, что он существует вне контекста мира, то есть он вне мира существует. Он не может получить get world. И у него проблемы, ты не можешь ему описать этот самый. То, что это класс, я знаю. Я про использование да. Ну, вообще его, да, используют как хранилище. То есть в нем в основном просто что-то данные какие-то лежат, и какая-то обработка данных идет. То есть вот такая вот фишка. Вот в этом еще прикол. А ну, давай ГПТ по поводу вызова датаста. Сервер, не сервер. Вообще, реализация используя дата-ассета должна лежать в твоих акторах. Да надо реплицировать отдельно. Где не реплицируются. Это не в том понимании объект. Зачем реплицировать? Их вообще не надо менять. Это же оседы. Все на сервере должно храниться. Клиент делает запрос, сервер у себя сверяет и выполняет логику. Клиент не должен иметь возможность менять какие-то данные. Реплицируется, ты можешь передать по сети из сервера да на клиент. Не, диеты ты можешь передать, да. Так, что такое датас? Датас — это просто контейнер статических данных, структуры, настройки таблицы. Он не реплицируется и не существует отдельно на сервере и клиенте. Реплицируется смайлик, да? Ну ладно. Существует отдельно на сервере и на клиенте. Это обычный объект, А лежащий зачем, если лучше создать для этого структуру? в контенте. Сервер и клиент подгружают свои копии этого дата asset из пакет игры пак файла. То есть, если ты на клиенте вызвал метод data asset, он работает только локально у клиента со своей копией данных. Что будет, если вызвать метод на сервере? Если RPC-сервер вызывает метод data asset, это будет выполняться на сервере со своей копией data asset. У клиента при этом ничего не произойдет, потому что копии разные и не синхронизируются. Какие могут быть проблемы? Несериализированные данные. Если метод меняет данные внутри data asset, например, coins++, то изменения будут только у того, кто вызвал. У клиента будет свое значение, у сервера свое. При репликации ты потеряешь консистентность. Использование как состояние. Data asset нельзя использовать для хранения игровых данных, например, текущие HP апгрейды. Ну, понятно, что это статические данные, тут понятно. Как правильно, data asset чтение настроек, например, цена башни, дамаг, оружия, скорость снаряда. Все изменения, например, текущее здоровье, количество монет апгрейда должны храниться в реплицируемых полях актора компонента PlayerState. Если нужно вызвать метод data-asset, например, getUpgradeCost, то сервер вызывает у себя, получает правильное число, обновляет поле, которое реплицируется клиентом. Но это понятно, с геттерами тут понятно все. Вызов метода data-asset на сервере и клиенте выполняется независимо. Если метод только читает данные, безопасно. Если метод меняет данные, нельзя полагаться, что сервер и клиент будут синхронизированы. Надо хранить и реплицировать. Так вот, вернемся по поводу нерепликации и хреновой архитектуры моей. Давайте вернемся к этому моменту, что дата-асset это должно быть. Что тут ГПТ что-то обратное говорит, что это не должно быть дата-асset. Я что-то не понял. Я сейчас, я на всякий случай переспрошу более точно его конкретно. Всем, кто говорит, что надо реплицировать дата-ассет, даем пощечину. Правильно, правильно.
Не, ну я же говорю, это я просто не шарю, то, что оказывается, вот я же сказал, что он не реплицируется, это я не шарю. Дата-ассеты вообще, по идее, только для чтения, скажем так, дефолтных настроек. Никто не говорил, что надо реплицировать. Надо руны вывести из еда. Так, что делать, нет, сами руны просто представлять не в качестве датаста, то есть, ну, хотя тогда смысл их хранить. Ну, как e-object их можно вынести. Вот это совсем другая уже история. Но e-objecты, по-моему, тоже не реплицируются. Дело в том, что реплицируются... нет, подожди, e-object реплицируется. Подожди, если e-object реплицируется, почему dataast не реплицируется? Все, он как бы наследник e-object. Или там они отключили эту фигню. Подожди, сейчас все сделаем. Дайте я с ГПТ пообщаюсь. То я вас знаю. Дата-ассет одинаков и на клиенте, и на сервере. Что она где... Нет, объект не реплицируется. Написал одну функцию вывода руны, и она будет работать и там, и там. Только актор и наследники. А как же компоненты? Компоненты наши, Если по-моему, от настроить актора. кастомную сериализацию, ее можно реплицировать что хочешь. Актор компонент. Не, кстати, актор компонент, он тоже от ее объекта актор компонент и реплицируется. Так что не только от актора. А как же player instance? Так, теперь понять. Вот Почитай это про OnRap Note of I. Рэп Notify. Хорошо, так. Не есть метод, типа... Где вообще может выполняться спаун? Спаун актов должен быть на сервере, потому что сервер владеет миром, и только он реплицирует акторов клиента. Если клиент попытается вызвать спаун акт, это только локального клиента. Короче, да, логика здесь не будет работать. Все это шляпа здесь использует логику. Это можно было бы, если бы мы одиночную какую-то историю делали, там, да. Здесь хранить это не подойдет. Если мегатактика ровно 3 дата сразу делает, то клиент это спаун только у клиента, сервер ничего не знает. У клиента это спаун правильно устроить. Обычно делают так. Датасы только логика и настройки. Например, свой класс спаунишь, какая сила эффекта, бла-бла-бла. Внутри apply run эффект никакого спауна, только в игровом коде. Например, on player state ability ты делаешь, а клиента вызываешь сервер activate run, бла-бла-бла. На сервере берем run data actor за спаун. А еще про NetSerialize и как делать кастомную сериализацию. Десериализацию. О, сколько у меня Кстати, чтива Магнус, накидали уже. а как ты реплицируешь акторов на клиент? У Aproperty есть какое-то ключевое слово? Ну да, есть replicated. В смысле, акторы. У акторов есть своя как его, BB replicate или как-то так. У них есть. Я в конструкторе задаю просто true и все. Так, а теперь давайте контрольный вопрос ГПТ зададим, а потом я у ГПТ поспрашиваю вашей реализации, сериализации, он Rep Notify и прочее. А он Rep Notify, по-моему, я пользовался этой парашей. Кажется, знаю, что это. Be-replicated это про то, что весь вектор реплицировать. Ну да. Понятно, значит движок по своей системе рефлексии отправляет имя нужного поля в виде строки, а затем посимвольно ищет ее. Я не знаю, как именно он это делает. Но если ты спрашивал просто про актора, то это именно be-replicated. А если именно поле, то у uProperty вводится этот replicates. Есть. Всё. Ну там не только, там еще надо в метод virtual void через макрос добавить эту парашу. Там вот есть такой метод. Не такой, не смотри. Вот такой вот метод есть. И сюда ты должен добавить класс и добавить поле, которое ты хочешь реплицировать. Так.
Это капец как много лишних действий для процессора и плюс вес к пакету. Ну вот так вот. Так, товарищи, лучше расскажите за касты, тогда будет видно, о чем с вами разговаривать. Касты топ, интерфейсы шляпа. Начинаем. Срач открыт. Так. Хотя тут вроде блюпринтовых нет, поэтому срача не будет. Так, ладно, я у ГПТ спросил по поводу, как лучше сделать вот эту вот всю, где что хранить. Очень хорошо просто подошел к этому месту, где датайс превращается в библиотеку заклинаний, в твоем случае рун. Нужно подумать систему так, чтобы она была гибкой. Ну, ты молодец. Вот для реализации, что делает руны, есть несколько распространенных Шники паттернов. на месте. ППшники на месте. Че, каст или интерфейс? Что быстрее? Расскажи. Data Asset плюс Enum Type Switch Factory. Слушайте, но вот вы, конечно, любители, Как точнее не говорил любители. Ген Геймс, каст это как нагружать тележку грузом для КамАЗа. Быстрее без каста. Юли, привет. Не, каст быстрее, чем каст на интерфейс. Или вообще быстрее без каста. Короче, ГПТ мне как раз таки через Enum просто сказал сделать. Это паттерн такой, и не волнует все. В есть поле типа enum, например, damage heal, бла-бла-бла. Когда игрок активирует руну, сервер получает дата, смотрит в ее type, switch вызывает соответствующий код, все. Плюсы просто понятно. Минус, когда будет 100 плюс рун, switch Быстрее раздуется. всех статик каст. Да, согласен. Не, ну это молодец. Data Asset плюс делегаты функции. В Data Asset можно хранить объект логику. Например, создать базовый класс рун. Чё? Делегаты? Как я их буду заполнять? В Data Asset можно хранить объект логику. Например, создать базовый класс рун эффект. От него наследовать, то есть еще дополнительные классы создавать. Ну да, в принципе, он просто предлагает еще... Нет огромного свич. Очень легко расширять, создается новый класс рун эффект, все работает. Минус. Чуть сложнее структура, больше классов. Ну, это x2 как бы. x2. Ну ладно, не x2. Не x2, потому что у нас руна в DA, она у нас только параметры. Как бы, но на одни и те же параметры разные действия могут быть. Соответственно, ну, дэмэдж-то по-разному может наноситься. Вот. Соответственно, вот. Ну или хил тот же. Тоже как бы по-разному. Там может таймер запуститься, который хилит раз там в какой-то промежуток времени, а там может разом захилить. А там при условии каком-то. То есть разные действия. А DA будет один, а у тех... Короче, он мне предлагает класс создавать. Это тоже было. Gameplay Ability System. Но этот мы пункт пропускаем. Ладно, если у тебя планируется много разных эффектов, buff девайса, ты говорит, это газ именно для этого и сделан. Руна хранит T-subclass of Gameplay Ability или этот самый, когда активируешь руну, сервер активирует ability и накладывает эффект. Такая ability, это же та же самая шляпа, то есть, ну, ты просто создаешь эти самые миллион классов. Ну, то есть, это то же самое, что самому создать, просто это в этом существует. Плюс и готовая система, репликация бафа, дебафы, стеки, таймера, минус. Довольно сложно для старта, придется изучать ГС. Так, как выбрать? Если у тебя рун 10-20, хватит, подходит свич. Если у тебя рун 10+, и они очень разные, лучше идти во второй вариант, наследуемый класс эффектов. Если это RPG с бафами, дебафами, кучей механик, смело ГС. Ну, ГС вот когда будем делать, ММО какой-нибудь, тогда и поговорим. Если это случай, сотни рун сделать датаст плюс эффект под классы. То есть рун дата просто хранит список эффектов, а каждый эффект сам знает, что делать. Не, x2, подожди. Не x2 в плюсах, а в блюпринтах у нас x2. А чё мы про косты остановились? Чё, он отвалил стрим, что ли? Или чё так быстро затух этот самый с костами? Все?
Я говорю, каст на каст быстрее. Фу, каст на каст. Каст на класс быстрее. Давайте сраться. Что за это самое? Что за дела? Так, я бы для твоего Ну, случая... типа сотни, Скикрафт. А типа... Скайкрафт. Что знакомое. Ну, ММО типа Вов. Типа Вов. Короче, Эндеракл, мы возьмем твои наработки с ДСа. Короче, запилим этот коллабу с тобой. Наработки с ДСа, ты будешь заниматься анимами, вот этой всей фигней. Короче, тебе понравилось там, короче, играться, все вот эти вот раскопки производить. И будет у нас боевая система, как в ДСе, только будет этот ММО. Типа, мол, выходишь, там опцов фармишь. Вот. ММО ДС. ММО Souls. Вот так. Ура, ММО Souls-like. Да, вот это будем делать. Всё. И как раз реализуем там ферму казино. О, 2 зайца сразу, понял, да? Делаем этот сосалик, ММО сосалик с фермой казино. Все, с фермой казино. Фу, нет. В смысле, фу, нет, нам надо бабки как зарабатывать с этого. В смысле, фу, нет. Это DLC будет. Заведи свою ферму. Короче, там можно будет для крафта всякие фишки выращивать, там пшеничку продавать, муку делать потом. А из муки, знаешь что? А я не скажу, что. Там крафт прям будет какой. Так. Короче, он предложил, в принципе, то же самое, что я думал. То есть это Янам, это создание доп-классов, ну, это то, что вы мне предлагали. Класс, чем казино. Ну, ферма казино, это звучит так, ферма казино. Это не в смысле казино. Ты что, не забыл? Это же рофл тянется еще с фиг знает откуда про ферму казино. Подожди, а что он мне сказал наследование, если они не... Да помню, но мне казалось, что речь все равно про реальные деньги. Как в этом видосе. Это вот эти вот ребята, которые там снимают всякое. Я не забыл, как они называются. Сейчас что-то начало попадаться, где они в магазине. Там эти видосы, где они в магазине. Короче. Там чувак этот... Вот. Подписку типа оформил. Хотите скидку получить? Да, хочу. Херак. Иди, пойдемте. И это самое. Вручил ему швабру, говорит. Вот, все, скидка работникам. Так. Так. А еще был про Battle Pass. Без него не получишь доступ к отделу с наушниками. Да. Вот этот Battle Pass тоже был, да. Хотите Battle Pass, вам надо там убраться, тоже там про уборку вот это вот, короче, заслужить. Дата только хранить рецепты. Действие выполняет актор компонент реплицируемый. Data asset. Короче, ну, классика ГПТ, типа, мол, я его говорю, а как ты мне вот посоветовал U-Object, если он не реплицируется? Типа, что будет на сервере происходить? И он такой, о, правильное замечание, ты абсолютно прав, U-Object сам по себе не реплицируется, реплицируется только актор и его U-актор компонент. И то, если задекларировано через U-Property Replicated плюс Get Lifetime Replicates Props. Поэтому, если мы хотим, чтобы Data Asset руна давала логику, то у нас 2 варианта. Вариант первый, Data Asset только хранит рецепт, а действие выполняет актор-компонент реплицируемый. Data Asset содержит настройки тип руны, урон, класс, спаун и так далее.
Когда игрок активирует руну, сервер получает этот дата-ассет и выполняет логику, например, спаун актора или применение урона. Чё? Здесь ничего не реплицирует дата-ассет, потому что он не меняет... Бла-бла. Эффекты как U-Object, но исполняется только на сервере. Можно сделать run эффект public U-Object, но он никогда не реплицируется напрямую, зато dataset может хранить T-Race subclass of run эффект. Например, ну то, что он может хранить, это здорово. Тут run эффект создает и исполняется на сервере, а результат спаун актора и типа run уже реплицируется. А с чего это он реплицируется? Рун-менеджер какой-то появился. Ты молодец. Вариант, ну, это понятно. Dataset. Короче, с U-объектами что-то какая-то интересная история. Тут же еще в чем смысл? Вот эти U-объекты, ему постоянно надо будет передавать информацию, постоянно передавать, их может быть много. То есть тут привет память передает. Хотя там, я понимаю, что там копейки, но тем не менее, допустим, их 20, да, 30, 40, 50. В случае, если у нас компоненты все это выполняют, ей не надо дублировать указатели всевозможные, записывать их, чтобы потом заново что-то применить. Вот это вот. Ну, допустим, мы дебаф какой-нибудь повесили, который раз там в какой-то промежуток времени что-то должен сделать. Он должен будет обратиться к всем игрокам, допустим, у всех там минус башни дать, минус хп башни. Ему надо вот указатели хранить и там, обращаться и туда, и сюда. Короче, лишние данные повторять. А так у нас все одно в одном месте. Как бы ему не надо его дублировать, потому что у нас таких может быть 2-3 дебафа, 5 дебафов, он же их создаст много. Хотя можно оптимизировать, чтобы если этот, он всего лишь один создавался, а не много их создавалось. Доп. Логика такая. Блин, с янамами все отлично, за исключением того, что там свич действительно большой может получить. У меня больше 20 вряд ли будет, но тем не менее, там действительно большой может получиться, очень большой. Очень большой. Объекты их надо отспавнивать. Дело в том, что... если они не отспавлены, соответственно, точнее, если мы делаем вот эту вот оптимизацию, чтобы они много их не спавнилось, то нам надо и это хранилище, ну, чтобы они были указатели, вот это вот хранилище. То есть он заходил и проверял, есть ли среди этого массива вот такой вот U-объект. Если нету, то он создает. Если есть, то он в нем запускает логику, то есть логику дополнительно навешивать. Это дополнительные проверки. Дополнительные проверки делать и при спавне, и не при спавне. Если спаун, то это дополнительный спаун, как бы тоже нагрузка. То есть мы увеличиваем нагрузку просто-напросто. Увеличиваем нагрузку. Увеличиваем нагрузку. Но разница между янамами и вот этими объектами лишь в том, что не создаются доп. Объекты. Вот.
ему все равно идти туда, запускать там это все, потому что у него будет у компоненты доступ так к вот этим всем товарищам. Тут его нету, но, в общем, player state и прочим, потому что там хранятся все враги, с которыми мы должны взаимодействовать, все башенки, с которыми мы взаимодействуем, и все вот эти вот ребята. Все там. Поэтому ему доступ надо будет получать. Ну, блин, хз. Мне нравятся Янамы, потому что это понятно, то, что я делал. И мне нравится ее объекты, в принципе, потому что что-то новенькое будет. Но мне не нравится то, что... Что это написал? ГБТА, что это такое? Мне не нравится, короче, то, что ее объекты, их будет много, их надо создавать. Ну, это в них мне не нравится конкретно. А в Янаме мне не нравится, что она будет здоровая. Рано или поздно. Там просто свич нереально огромный будет. Сейчас 20, вот этот тут свич полетел на 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Ну так у нас все в одном месте. Так у нас оп, и все в одном месте. Миллионы методов, все в одном месте. Damage. Серия можно сделать run эффект public object, но он никогда не реплицируется напрямую. Зато dataset может хранить array по классу. Ну да, что это такое? Virtual void apply бла-бла pure virtual. Это что такое? Run эффект apply. Что непонятно, что он тут эффект apply. Тут урон эффект создается и выполняется на сервере. Результат спауна, который урон уже реплицируется. Надо было не говорить им, что спаун мне нужен, потому что плохо стало от этого. Ну а какие минусы еще у Янама, кроме этого самого, кроме того, что он будет огромный? С точки зрения оптимизации, это быстрее по-любому, потому что это меньше памяти будет жрать, как ни крути, ибо не надо создавать кучу объектов, не надо за ними следить, не надо кучу проверок делать, потому что там действительно кучу проверок, потому что ему внутри постоянно надо всякие штуки проверять. Но это в случае, если мы делаем такую фишку, чтобы они повторно не создавались кучу этих e-объектов. Потому что если мы их создаем кучу e-объектов, это тоже нехорошо. А если делаем проверки, ну там проверки, короче, много будет. Ему надо забираться в них, проверки делать, если он уже такой заспавнен, не заспавнен. Если нет, то там логика дополнительная должна быть. Это все куда серьезнее, чем просто передать янам и выполнить метод. То есть нет создания, нет проверок, нет создания и проверки, вот что стоит между. Ладно, я по простому пути пойду, потому что мне, конечно, нравится то, что оно
разрозненная в каком-то смысле. Ну, то есть не будет вот этого списка огромного в UObject. Но мне не нравится, что их надо создавать, удалять. И то, что это все-таки будет сильнее бить по нагруженности. Короче, сильнее будет нагружать компьютер, чем Янам. Блин, но с другой стороны, я понимаю просто, что эта компонента в ней это все будет храниться, правильно? А нам надо, чтобы и мы могли руны отключить. Вот в чем прикол. То есть действие рун. Допустим, там на 5 ходов, ну, в нашем случае на 5 волн, на 5 волн мы себе даем баф какой-нибудь, а противник берет и юзает карточку, которая как бы нивелирует это. Он видит, что... Ну, волна-то началась, мы видим уже, что каждый применил. Мы хотим отключить это. Чтобы отключить, нам надо, ну, обратиться к нему. Именно к его этому. Через player state. Точнее, через game state мы достанем этого и обратимся к нему. То есть наша компонента должна будет обратиться к game state. Game state должен будет достать другого игрока player state. И в этом player state уже находится наша вот эта компонента с рунами. И в ней мы уже запускаем метод того, что именно мы отключаем. И вот тут вот передается привет Янаму. Потому что мы можем в том Янаме указать еще один Янам. Вот тут Янам еще побеждает. Потому что в случае, допустим, отключения, как у нас будет с UObject'ами работать? Нам просто передавать тот же UObject и искать его по чем? По указателю, по нейму, ну, короче, как что-то надо делать, то есть как-то его находить. А тут мы просто передаем Янам, то есть он берет и находит его по Янаму обратно. О чем я говорю? У нас есть первый игрок и второй игрок, да? Первый игрок заюзал какой-то баф на 5 ходов. Второй игрок юзает штучку, которая должна отключить или уменьшить количество вот этих бафов. Но как вот эта руна, которая юзнута вторым игроком, должна понять, что именно она должна отключить. Все очень легко и просто. У нее уже вписан в Янам вот этот. А у той руны, которую он юзнул, у нее уже записан этот Янам. И она попадает в активную руну, как бы ее уже есть идентификатор, вот этот Янам, как бы. И у нас есть быстрый поиск по тем, которые юзнут уже. Юзнули. То есть нам не надо никакие неймы туда прописывать дополнительно, айдишники ставить какие-нибудь и прочее. То есть у нас вот есть она. Но тут вопрос, конечно, в том, а если их несколько, как он отключит? Вопрос. Наверное, первую отключит он. Точнее, понятно, что он первую отключит. Точнее, он отключит ту, которую мы скажем, но просто как продумать логику. Допустим, мы несколько таких забафов дали. Там, ну, на хил. Несколько тоже. Ну, тут надо ограничение какое-то вводить. То есть, чтобы нельзя было одинаковые руны много раз юзать. Ну, вот тут тоже привет Янам. Хотя тогда UObject'ы вот эти, которые одинаковые, нельзя юзнуть. Все тоже прикол. Тогда не надо их много юзать. -1 проверка. Мне нравится Янам, потому что нам нивелирование легче делать. Нам нивелирование легче делать. Но и в любом случае -1 проверка, как минимум на 0 поинтер UObject будет. То есть нам надо забраться в хранилище. Тут у нас хранилище это компонента, а там хранилище, не знаю, что будет. Проверить это хранилище на UObject. Приветствую. Приветствую. Проверить хранилище на UObject, а потом проверить сам UObject, есть ли он.
тут нам ничего не надо, там только хранилище проверяем и сразу выполняем, что нам надо. Но это так уже. Какое дело. Короче, Янамы, наше все, Янамы тащат. Тут с этим ничего не поделаешь. Ты с этим ничего не поделаешь. Так. Потому что ее объекты это Adobe Gamer в данном случае. Текущие руны. То есть у нас есть метод применения, и он должен будет... структура еще должна будет быть. Чат, он справился? Не, он не справился. Структура, в которую мы передаем текущий этот, записываем. Вот эта приколюшка, да, находить текущий будет. Здорово. 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 Текущий находить будет. Старый, ну чё ты? Так, ладно. Блядь, а? Янамы. Что такое случилось с тобою? Янамы. Остается все еще с объектами, то, что их надо создавать. И туда-сюда они будут удаляться. Это вот мне не нравится. Здесь у нас ничего не удаляется. Ну, из объектов. Так, класс мы Янам создаем для этого. Room type. Слушай, а ты таргет рекламу настраиваешь, когда стрим включаешь, как тебя люди находят? Таргет рекламу. В смысле, же меня рекламила? Там есть такая фигня, что ли? Или в смысле, покупаю ли я рекламу? Или ты про рекламу, чтобы вам показывалась реклама какая, или как это работает? Короче, как ты понял, ничего не настраиваю. Так, люди как находят? Да на рандоме. Попался, что попало, им подкидывает меня, и вот. Ее объекты все-таки не могу решить. Не могу решить, тяжело. С ее объектами мне единственное, что не нравится, это их создание и удаление. Ну, удаление, ладно. Ну да, и удаление тоже мне не нравится, в принципе. С ее объектами. Единственное, что мне нравится, что это что-то новенькое. Что-то мы там будем мудрить. Вот. Какие плюсы? Что там свои таймеры постоянные какие-нибудь? А как ты подписчиков набираешь, просто снимаешь видосы или Google Ads рекламу покупаешь? Не, никакой рекламы, я просто набираюсь. Просто видосы, просто стримы. Все. Ни больше, ни меньше. Room type. Блин, все такие объекты. Но они сразу в этом хранятся. И если мы сделаем use, мы сделаем use. Мы залазим в компоненту, и она просто из этого датаста просто
запускает... Ну, достает... ничего она не достает, она просто запускает use. Не, она Кого она достает? Если она должен запустить, и он должен ее создать. Реально uObject. Да просто если бы я начал делать видосы, даже если бы я говорил хорошо, мне кажется, что меня бы никто не нашел, ибо я себя не вижу в рекомендации я Ютуба. Я в рекомендации... Ну как, я не знаю, рекомендации, не рекомендации, но... За меня YouTube может раза... Ну, стрима 3-4 так за все это время запушил. Там много людей ну, как, много на просмотре было стрима именно. Остальное это, ну... Сколько средний показатель? 2-3 человека. Даже, я сказал бы, 1,5. Вот так вот на Ютубе. Ну и на Твиче столько же. И вот в среднем 3 человека получается. Ну сколько у меня сейчас? 217, по-моему, 1217. Так это за полтора с лишним года. Это ж медленно. Это, ну, это ж супер медленно. Хотя, ну вообще, смотря как, короче, посмотреть. Но как посмотришь, там люди выпускают один видос какой-то, как я чищу апельсин. И там 2000 подписчиков сразу, херяк. Так, runtime. Runtime. Интересно, в чем секрет набора подписчиков, как думаешь? Я думаю, там по большей части это удача. Потом пиар. Ну, реклама всевозможная, вот эта вот вся история. А потом я не знаю, что. Блин. Просто они взаимодействуют. Ну, сейчас вот важный вопрос такой ГПТ надо задать. А у тебя что там? Что за канал? Ну, геймдев Алекс, я так понимаю, связан с геймдевом. Ну я тебя в поисках нашел. Это как? Типа прям Unicorn, что ли, искал? Или там Unreal Engine стримы. Да у меня геймдев музыка, как я на ФНО играю на такое. Музыка, что? Я ничего не понял.
Да, у меня геймдев музыка, как я на ФНО играю, ну такое. Так. Подожди, дай подумать. Как вопрос задать ГПТ? Tower Defense O5C день 24. Вот поет им названию. Ну, типа, ты так и искал, что ли? Или перешел по этому, потому что там было это название. По названию, кстати, еще переходили. Когда предыдущий проект делал, там, помню, на 200-й день, 200-й, 201-й, там много народу вот как раз набежало, и они говорили, что, мол, вот, я клацнул, потому что там 200 плюс день был. И, типа... Так вот. Перешел поет им названию. Окей, так, стоит. Фигню под конец начал писать. Ну, сейчас посмотрим. И Objects, созданный на сервере, существует только на сервере. Имеет доступ к World State, Game State, Player State, любым серверным данным. Может спавнить акторов, спаун-акторы, задавать им replace true. Акторы появятся у всех клиентов. Может изменять Player State, Game State, характер. И эти изменения разъедутся по клиентам, если помечены replicates. А вот клиент и сам по себе и объект ничего не узнает. Он не реплицируется, клиенты видят результат его работы. Например, актор изменяет здоровье, плейстейт эффект, мини-схема работы, и игрок вызывает... Слушай, ну вот это вот как вариант хорошая история все-таки сделать через этот. Вот тут плюс идет. Но нужно будет их же как-то где-то хранить. То, о чем я говорил, если мы не хотим, чтобы одинаковые можно было юзать. Кстати, я на этом-то и собирался сыграть. Я же вспомнил вот этот тут комбайн. В чем прикол? То есть мы комбайним, допустим, у нас какой-то эффект там дает 15 урона дополнительно, да? Но мы не могли, чтобы башню еще один раз его применить на эту же башню. 15 урона. Каждую башню. То есть он в каждой башне будет его хранить там. Тогда не, да, на каждую башню, не-не-не, эффект на каждую башню, только на одну башню, один этот. Руну одну на одну. Так вот, допустим, там под конец матча отхиливает 15 хп нашу базу. Окей, вот это возьмем для наглядности. И у нас две такие карточки, то есть мы их кинуть не можем, но мы можем объединить их две, но мы получим не 30 хп вместе, там, допустим, а 25. То есть на 5 хп меньше, но нам все равно выгодно, потому что нам надо вот сейчас как бы их разом использовать. Итого и получается, что мы можем их соединить. Как бы они дороже будут стоить, то есть не в 2 раза дороже, а чуть дороже, чем в 2 раза дороже. То есть там не по 5, плюс 5, 10, а там 12 золотых. И отхилят они чуть меньше. Либо, допустим, как раз таки в 2 раза отхилят, просто они дороже стоят. Вот такую вот фишку. Ну, там посмотрим, как сделать. И тогда будет иметь смысл их как раз таки объединять. Просто если мы можем их пачками выбрасывать, то смысл нам их объединять. При учете того, что они, допустим, дороже становятся, а эффект дают слабее. А вот так вот у нас имеет смысл объединения. Поэтому одинаковость нам надо добавлять. Если нам добавлять одинаковость, значит нам надо эти руны где-то хранить. Соответственно, хранилище под это вот все DS, делать. если наденешь 2 кольца на 10 копеек П, то итогово П станет 121. Я, кстати, выполнил тестовое задание и жду вердикта в игровую кампанию. Яха зачем закончится, в общем сделал, что смог, 1-2 механики точно реализовал. Нифига себе.
А как ты добрался до собеса? Что у тебя по опыту, что у тебя по этому? По знаниям? По этой самой... Сколько в плюсах, сколько в этом? В блюпринтах? Сколько в Unreal? Или у тебя вообще там Unity? Потому что я сколько это раза... Я, конечно, не то, что всем там повально раскидывал, но... Да я Unity изучаю. Unity. Так, а что по опыту? Или ты только начал изучать? Прикольно, только начал изучать уже этот. Это круто. Это круто, потому что на Unreal почему-то так это не работает. Подожди, нет, мы отказываемся от инамов. Я все-таки, наверное, этот создам. Меня больше приличает то, что это опыт будет... Это новый опыт. Все, новый опыт мне нравится. Новый опыт, я люблю новый опыт. Мы ее объект создаем. Object, next. Да, надо... Униас. Здесь. Вот тут вот. Нет, подожди. Ну да, я ж не создавал его. Тут новая папка Руниас. Даже их будет много. Руниас. Руниас. Юнитологи находят работу сразу. Может, мы не то направление выбрали? Может быть. Не, ну и мне в Unity вкатиться, что, я уже вкатан в Unity. Ну, это, конечно, громко сказано. Я там чуть-чуть поковырял, ознакомился. Но Unreal, конечно, отдает свои плоды, то есть гораздо легче. То есть там, типа, так это ж как в Unreal. Так это что-то вообще изи. И понеслась. Я изучаю давно Unity, я просто с чатом ГПТ отвечал на ихние вопросы, чтобы грамотно выглядеть, а потом мне дали тестовое задание. Так ты этот, есть вайп-кодер, а ты вайп, как его? Как назвать человек, который ищет работу? Вот это как в университетах есть абитуриент, который еще не студент, но который как бы в процессе. Короче, вайп-абитуриент, только для работы. Получается так, да? Не знаю, мне даже вопросы не задавали. Мне всегда ответ по поводу того, что нам нужен более опытный сотрудник. Особенно в последнее сообщение, типа, это вообще... Ну, там то же самое написано, но последнее сообщение у меня-то уже как бы есть что-то. Это ладно, я тогда еще отсылал, там, типа, полгода. Плюсики учу полгода. Ну, как бы 1,5 года есть опыт в коммерции уже. Там, конечно, что там, месяц-полтора в коммерции, но тем не менее, как бы... Но, в общем, да, хватит ныть. Делаем руны. Выбор папки. Вообще-то я и сам могу писать код, просто ползуюсь ДПТ, если надо быстро написать продукт. Ну... Так а что там в Unity вообще писать? Там, блин, там же все изи там. Это же C-Sharp там. Раз, два, и все работает. А что спрашивали? Какие вопросы были? По поводу чего? И на какую позицию? Junior, middle, senior, мастер. То есть это сама руна. Мастер. И вот в ней мы можем в Data Asset засунуть ее и описать, и там вызов метода сделать Virtual Void, который нас уже будет всякую фигню делать. Вот. Только он ее не создал. Нам надо ее создать. Он будет TISA класс off какой-нибудь хранить. Это же не этот самый. Вот позицию я не уточнил, я просто когда меня спросили, какую я зарплату хочу, я сказал 1 копейка долларов, и мне все равно дали тестовое задание. Фига себе. Ну 1К это Strong June как идет. Или Weak Middle. Хотя я фиг его знает, что там у Unity. Может у Unity это сеньоры.
Я вряд ли, сомневаюсь. Или наоборот, прям это тройни косарь получать. Тогда Unity надо учить. Слушай, если тройни там косарик, то это надо все в Unity идти. Рунмастер. Рунмастер. Мастер. Его создавать. Юнико РН-47 ВВС, а у тебя какая позиция? Мидл, сеньор, стронг, джун. Ну, судя по зарплате, которая у меня У была. Юникорна позиция тебя помидор. Да, помидор. Позиция была middle. Работа стопнулась, поэтому этот самый... Сейчас у меня позиция стримлер долба, это самое, который не слушает зрителей и делает какую-то чушь. Такая вот у меня позиция. Рунмастер. Мастер. Я не парился по поводу всякой фни, я, кстати, еще не работаю, а только жду решения по поводу меня, я объётом в самом начале сказал. Не, это я-то помню. Помню, это я запомнил, это прям... Просто у меня дальше одного сообщения от меня отосланного одного сообщения дальше не доходило по Unreal. Это вот просто повезло, что вот зритель меня пригласил на работу, и оно там получилось, а потом не получилось. И... Рунмастер. Рунмастер. Ну да, ну а какие варианты еще? Рунмастер, почему, собственно, нет? Рунмастер, у него всякая логика, а потом разветвление пойдет. А когда проект разморозят? Никогда бабки Одна пришли. копейка долларов я запросил, потому что я ценю себя и свое время и не думал про позиции Junior Middle, мне это не важно. Ну, правильно. Это правильно. Когда разморозят, там, там просто без контекста того, что это, там тяжело объяснить это все. Но там стопорилось, что Если бабки не примут и прислали. заплатят, это хорошо. Потому что заказчик бабки не прислал, он сказал, сделайте вначале это, а на это нужны бабки. Тебе Короче, бабки сделайте дали. бесплатно. Не, мне это все дали. Ты думаешь, комп у меня откуда появился? Новый комп у меня откуда появился? Вот я думал, еще месяцок, там как раз на 3-4 месяца было. Я думал, на второй месяцок себе видеокарту взять. Второго месяца не получилось. Вот так вот. Мне дали, но мне не додали. А мне еще торчат за период. За чуть-чуть дней. За чуть-чуть дней мне еще должны как бы. Ну да ладно. Если примут и заплатят, это хорошо. Да, это хорошо. Переходи на Radeon. Сразу Стимос поставишь. На Radeon. Radeon карточка. SteamOS это хорошо. SteamOS это хорошо, но не, мне для стримов это беда. Они же со стримами, им плохо. Не вытянет. Я думал 5070 взять Ti. Вот, если бы была как бы работа, я бы уже взял ее, но так как оно все перемещалось, и если оно возобновится, то я, наверное, супер себе Ti возьму. Потому что память это прям важная Я вещь. уверен, что Linux для стримов лучше винды будет. Ты ничего не запустишь. OBS хотя бы под Linux запустится. Она вообще запускается или нет? Потому что у тебя куча программ, тех, которые я запускаю, они просто, на Linux они не запустятся. Там, я вообще не представляю, что она будет сделать. Че, гонишь? Не это самое, не придумывай.
На Linux запускается почти все, что есть на Винде. Запусти там Photoshop. Только придется потанцевать с бубном. Ну, главное условие, да, надо продать душу дьяволу, да. А так все нормально. А так, в принципе, все нормально. А так, раз, два и все. Вспомнил за C-Sharp. Сейчас за Unity разговаривали. Вот это еще тупняк, то что там паблик всегда Зато постоянно. Паблик производительность проводит. 1000. Сидеть и на пиках точеных, и на этих самых одновременно причем, да, зато плюс к производительности. Не. У меня проблем с производительностью нету. Поэтому мне... Ну, правда, смотря в каких ситуациях и с видеокартой, как связано с памятью ее, вернее. А еще делали тесты на Rokalu или Legion Go. На Steam автономность повышалась в 2-3 раза. Когда они ее вообще выпустят, SteamOS? Ну, она вот official. Когда она будет? А-ля в Steam заходишь, открываешь Steam, там кнопочка. Типа Delete Windows, Install SteamOS. Нажимаешь, и там Габенг тебе такой: привет. Сейчас я тебе, короче, нормально все поставлю. И такой... И все поставилось. Когда это будет? И когда они с Radeon'ов на NVIDIA перелезут? Object. Сам этот T-subclass. Сложно сказать. Она все еще не такая удобная, как винда, если речь о прогах для винды. Ну, видишь... Не такая удобная. Нафиг ты меня туда зовешь тогда на SteamOS, если она не это самое. Мастер. Run Object. Run Object. Нам надо его будет отспавнить и забить его. Но, как мы определяем, что именно за эффект? Потому что за ней будущее, надеюсь. Вот я тоже надеюсь, потому что Майки как-то что-то это самое. Ну а еще она бесплатная. Подожди, а что у нас тут есть? Ничего у нас нет. Да в Unity паблик провато или можно просто void avs блик только в классе, если не ошибаюсь. C плюс паблик только... Что? Ой, если ты про вот то, что я говорил, паблик этот, там, ну, там же пишется постоянно перед объявлением поля или метода у тебя паблик и этот перед ним самим пишется, то есть типа там вот так вот это бы выглядело. Вот такая вот запись была бы. А в плюсах у нас вот такая вот запись, то есть идет паблик тут какой-нибудь в привате. Private, и все, что ниже, у тебя попадает в паблик, все, что выше, в приват. И, по-моему, в C-Sharp тоже так можно. Ну и, короче. Да Там да, я именно имел вот... в виду. Ну вот, то есть там такая... Сильно много текста. Сильно много текста.
Подожди, я вот думаю просто, а как мы... Че он возвращает здесь get? Указатель чего вернет? uClass. Если он еще не заспавнился. Ну, то есть, или он его заспавнит. Что это значит? Get default object. Что это такое? Но объявление и реализация функций в одном файле имба. Почему? А мне наоборот нравится больше, когда вот у тебя есть там и там четкое разделение какое-то. А там все сплошняком. А если учесть, что не все могут следить за этим, то есть у тебя там методы и поля вот так вот раскидано, вообще кайф начинается. Чего? Ты знаешь про сочетание клавиш, которое визуально схлопывает все методы. Да. У тебя же их много. Понимаешь, они у тебя все... Ну, все в одном месте. Ну, короче, это не, я не говорю, что это плохо, или это мне непривычно. Понимаешь, мне непривычно, мне это не нравится. Я же не с точки зрения оценки это, я оценки со своей точки зрения, короче, а не с глобальной. Я плюсы тоже немного шару, я реализовал на плюсах Йокзе, Анкно и крутящийся кубе с помощью Vast и управления мишкой, но это я делал с Google G Mini и чат GPT. Круто. Тогда в чем смысл разделения? Ну, знаешь, пословица есть такая: разделяй, властвуй. Off. Не, мы, конечно, можем... Ты напомнил мне про 300 лет жестокой колонизации казахов. Каким образом? Это самое... Блин, подожди. Я не хочу записывать как этот. Тут вариантов особо нет. Это же не этот. Мы отсюда... А, не, подожди, мы что-то вытащим отсюда. Как? Кем? О. — 1731 год. Предатель Зан из младшего Жуза подписал Кабальский договор с Северной империей, который стал началом гонений, геноцида, массового голода. Хан. История пошла. Get path name. Мы ближе к истине. То есть мы, в принципе, там можем вытащить из нее эти все штучки. Stop outer. И get name. Нам просто в чем смысл? Нам надо записать, что именно именно этот или не этот руна уже юзнута. То есть у нас должно быть хранилище. В смысле? Есть такой, я понял. Перегрузен тут метод. Нам надо записать его. То есть я что хочу сделать? Я хочу, чтобы мы отсюда вначале достали name. Name достали.
и забрались в хранилище. Так как хранилище у нас будет только на сервере существовать, я там тимап предлагаю сделать, у которого вот этот name и, в принципе, указатель. И он просто по нейму берет, полетел. По нейму пошел, полетел. Вот string. Возвращается. Привет называется. Стринги. Ну, вот этот вот метод getName, который возвращает не fname, а string. Ну, я понимаю, что здесь логично, потому что string, он как бы берет этот, ему обратно его в name конвертировать. Зачем? Можно так, но тем не менее. Дайте поприставать к Unreal. Мы запишем вот этот тимап, и хранилище там хранится. В хранилище эта вся штучка-дрючка. В принципе, она в компоненте хранится. То есть в run компоненте у нас хранятся как бы эффекты run. То есть они там хранятся. Если он не находит эту штуку, то он создает. Ну, если он нашел, то как бы у нас вообще отдельный метод должен быть изначально. То есть, когда мы нажимаем use run, он запустит вот эту штуку, но она должна вернуть что-то она должна вернуть. Apply run, когда мы нажимаем, она должна вернуть true или false, потому что если в случае, если он есть, то как бы false. Если нет, то как бы true и полетел. Красавчик. Так вот, мы нашли, не нашли. Если мы нашли, то туда полетит false. Если мы не нашли, то в конце концов полетит true. Но после этого мы должны ее создать. То есть мы создаем этот uObject. После создания uObject мы делаем. Мы создали uObject, мы его записали. И в самом uObject мы запускаем, который virtual void use run. Вот, мы запускаем use run. Use run запускаем. Какие он дела? А помочь мне, да, заполнить, не? Можно тут как-то его, типа, создать, типа. Он не хочет мне подсказывать, самому придется прописывать эту всю фигню. Ну, здесь у нас ничего не происходит, потому что это мастер, это там у нас у чайлдов дальше происходит. Всякая история интересная не очень. И все. И создаем мы строго ее на сервере. Строго на сервере. То есть эта компонента, она будет на сервере запускать. Она создает на сервере, и все эти штуки... А зачем тебе Virtual? Ты подумай. Попробуй подумать. Зачем мне Virtual? Потому что, может быть, от этого мастера будет кучу этих наследоваться, и я не хочу делать бесконечные приведения типов. Я просто хочу обратиться к одному самому главному и типа бац, и получить его. Кстати, вот тут у нас не TSAP... ну да, TSAP класс, правильно. К нему, короче, обратиться и вызов сделать метода. А у чайлдов я его переопределяю, и у каждого он свои вещи делает. Всякие разные. Создает его. Парам-пам-пам. Дело в том, что ему там надо параметры, он будет сюда что-то принимать. Но, скорее всего, он будет принимать сюда data asset, который его и вызвал.
Вот. А тот уже будет знать, к кому ему надо обращаться, к какому датасту. Странная такая история, да, что у нас с 10 сабклассов хранится. Мы его передаем туда, создаем его там. Создаем его там. Создаем его там. А потом в нем запускаем метод и передаем этот же датаст. Потому что ему как минимум надо знать дэмэджи всякие будут. Теперь я понял вроде архитектуру. Вначале подумал, что ты решил переделать DAI в DAI, используешь Virtual. Вот. С другой же стороны, мы можем сразу ему указать этот датаст. А еще, но если мы ему сразу укажем, мы потеряем возможность, допустим, как-то его что-то поменять, что-то другое, допустим, передать. Хотя с чего это мы должны другое передать? Мы должны это же передать. Но если мы, короче, указываем, это будет неудобно, потому что дополнительное действие нам надо в редакторе делать, то есть указывать его. А так нам не надо в редакторе. Мы один раз записали, что он принимает его, и все, больше нам ничего не надо делать. Поэтому, да, он будет принимать этот дата-ассет как хранилище, потому что там будет всякий дэмэдж и прочее. То есть он принимает RunMaster DA, сразу можно сделать. Вот, он принимает RunDA в себя. Принимает в себя его. Ну, дальше он там свои приколы всякие делает с ним уже. Дальше он всякие приколы с ним делает. Всякие супер приколы. Ну, вообще он будет приведение типов делать. Так как в данном у нас нет ничего полезного для датаста. Для e-объекта этого. Ему нафиг не нужен runCost, runImage, runDescription и runObject. А вот дальше у нас находится всякий damage, heal какой-нибудь. Там вообще damage heal можно объединить. Какой-нибудь stat value там ввести или еще что-нибудь такая фигня. Раз в какой-то период увеличение, там, speed увеличение, там, и прочее. Это все разное. Короче, ему те параметры надо будет, там, допустим, рундамагия какой-нибудь. Он кастует к рундамагии, достает оттуда damage. Вот. Но это рунмастер, рундамагия кастует к рундамагии, где вот так вот. Такая вот штучка. Ну, конечно, да, по сравнению с этим, тут есть еще один плюс. По сравнению с янамами я и плюс нашел. Один плюс нашел по сравнению с... Сделай структурами прямо в да, упростишь себе жизнь. Что значит структурами? Кого структурами? Так вот, плюсы. То, что мы можем блюпринтовую логику навесить. И сделать блюпринтовый дополнительно этот. Вот это вот плюс. Я этим плюсом никогда не воспользуюсь. Но сам факт того, что он есть. Потому что в Enum мы, в принципе, ни черта не сделаем.
вообще ничего, там надо было бы извращаться как-то, что-то прям придумывать очень жесткое. А здесь у нас есть такая возможность. Мы просто берем и делаем. Дополнительная логика, то есть создание там вот этого U-объекта, и там на инициализации можно что-то придумать и добавить. Вообще легкого. По поводу структуры, что имелось в виду структуры? Что значит структуры? Данные типа хранить в виде структуры, а чем мне это даст? В структуре просто пачка какая-то, это самая пачка данных. Еще каждую пачку данных просто обращаться именно к ней. Но это кучу пачка данных хранить, и у каждой датаста будет дублирование пачки данных. А в чем проблема каст? Ты реально решил создавать новые U-объекты чисто ради их виртуальной функции? Ну, не чисто и ради этого. Вот я тебе еще только что один пример привел. То, что мы можем блюпринт туда зафигачить. Блюпринт логику навесить легко. Янамы мне вполне устраивает, за исключением того, что там действительно просто огромная списка получится огромная. 20 это уже много. А если там 100, это вообще забей. А мы же хотим первое DLC, потом выпускать второе DLC, третье DLC, пак, каких-нибудь новых рун, новая механика, там, представляешь? Купите новый пак, новые 100 рун позволят вам побеждать. Зачем тебе Blueprint логика? Ты будешь делать SDK для моддинга? Да. Она мне нафиг не надо. Я же только что сказал, что я этим плюсом никогда не воспользуюсь. Никогда, но тем не менее. Тем не менее, пусть будет. Короче, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю сделать перерыв. А по поводу структуры я так и не понял. Тогда зачем ты приводишь этот плюс в качестве аргумента? Ну, в смысле, он есть. Этот плюс есть. Но если я им не воспользуюсь, он не перестает быть плюсом для этого способа, понимаешь? Не все вертится вокруг тебя или меня, да? То есть, типа, это плюс или... Демагог. Да. Все, давайте перерыв 5-10, максимум 15 минут и продолжим. Так, продолжаем. Так, тут у нас... Ебаньданаера. Кто-то букву пропустил. Привет, спам Гидра. Сейчас тебе бан дадим. Иван Иванов, а кому был вопрос про объекты? Да, это ко мне, по всей видимости, сейчас. Дайте это спамить. Так, как работает ее? Просто, насколько я знаю, ты надо создать... Альфа, бета, штрих, дельта, гамма, альфа, штрих, альфа, гамма, дельта, штрих, гамма, дельта, бета, штрих. Давай я сразу авансом дам. Стримеру. Дам полчаса. Поясни, как будет работать от U-Object, да. Просто, насколько я знаю, чтобы создать U-Object, нужно использовать New, да. Нужно использовать New Object, да. Короче, какова идея? Я не знаю, будет ли это работать, я не знаю, как это будет работать. Точнее, как работать, я предполагаю, но как на самом деле это будет работать. Короче, в общем, в чем идея? У нас, пропускаем, кто что вызвал, компонента, run компонент, она является хранилищем для вот этих вот рун, которые сейчас используются. Если руна не используется уже, ну, то есть она забирается в хранилище, проверяет, есть ли такой же U-Object, если он есть, то ничего не происходит, если его нет, то он его создает. Он его через вот этот New Object, там, по-моему, именно New Object идет. Да, я сегодня ненадолго спамить не буду, так что не бань. Ну, посмотрим. Он его создает. Указатель он записал к себе. Все, он есть там в этой компоненте. Он создает его именно метод, который uFunction сервер. То есть сам вот этот uObject, он существует только на сервере. Он не реплицируется клиентом. И он оказывает влияние на серверные части, то есть на павнов, которые на сервере существуют, на их там вот эти вот компоненты с статами, да, то есть вот этих вот enemy всех берет
берет этих, как их, скажи мне, пожалуйста. Пока звучит как утечка памяти. Не, это не будет у тебя утечки памяти, потому что я ж не создаю через оператор New. Там, если что, все почистит. Что если повторно будет использована руна? Не, повторно руна не будет использована. Я же только что сказал, что проверяет, используется руна или не используется. Если она не используется, то этот самый, если она закончила свое использование, она удаляется, и остаются только указатели. Так вот, и она оказывает влияние на этот самый Object это new под капотом. Разве его не помечает этот самый... New Object — это new под капотом. Но мы сейчас узнаем, но Создание в рантайме. разве его этот не помечает, как его сборщик, в случае, если нету этих, то чик-чирик сделать? Мы сейчас разберемся с этим, это не проблема. Так вот, и он влияет на серверные вот эти части, которые реплицируются, короче, на статы всевозможные, которые репликейтят и прочее. То есть он взял его и поменял. Эти статы вызывал всякие методы у этих компонентов и прочее, и все. А когда закончило делаться, он просто берет и удаляется. А еще анреаловский сборщик мусора подчищает все неюзабельные объекты. Ну вот. Роблить я писал сообщение, но из-за рекламы я не дописал, и оно стерлось. Давай 30 минут будешь или час будешь? Сколько будешь, спамгидра? Или день, или минуту, или минуту, неделю. Неделю будешь? Он через Нет, это, да, ну принимает. коллектор та по идее почистит. Но ты сам должен контролировать очищение ссылок при окончании эффекта руны. Не, ну понятно, что ты ее удаляешь. Спам гидро мальчик для битья. Ну так первое слово на украинском, что это такое, банит за украинские слова. Или все ББАЗУ. Понятно, что ты очищаешь, то есть у тебя закончился какой-то таймер, допустим, там каждые 5 секунд там что-то он делает. Потом это делает там 10 раз, да, и потом бац, и он удаляется. То есть ты ее делаешь дестрой. Ну там не дестрой, по-моему, там другой какой-то этот. Ты очищаешь. Удаляешь ее. Ну и дальше как бы все, ты ее удалил, у тебя и указатель там почистил Но это ведь в том стример не хранилище. знает Object PTR, и потому он должен чистить свои поинтеры вручную. А. Короче, с этим проблем не Но будет. сами поинтеры не занимают доп. Места. Подожди, вот это это у нас get transient package, а это что у нас? Тут больше самое твик только у Object этих. PTR нужен. Tvik, T-Object. Зачем здесь Tvik? Зачем здесь T-Object? Чем вам сырой указатель не нравится? Вы меня сбили, что я делал? Руна. Короче, съел желе со вкусом кофе, это так необычно, вроде должно быть сладкое желе с вишней или апельсином, и это так необычно вкусно с капустой, но не красной. Зачем слабый поинтер? Он же не удержит объект от удаления. uProperty удержит. Твик Object PTR слабая ссылка, не мешает работе GC. Пока ничего нового. Обычный Object поинтер приравнял к нулу и все. И что все? Ну, приравнял ты его, и что все? Вот давай сейчас у ГПТ, что нам дает Object Pointer? Давай даже не так. И объект удалился. Да не, это не так.
Давайте минутка познавания вик поинтеров и объект поинтеров. Может, хоть сейчас я допру, нафиг они нужны, и в чем проблема просто использовать обычные и контролировать все самостоятельно. Так, отличный вопрос, давай разберемся по порядку. UObject Pointer — это умный указатель на UObject. Да ладно. Появился в UEFI, обычно... Tabjet PTR увеличивает клово ссылок, а Вик нет. Пока. Давай, спамги. What's that? Спроси, в чем трудности контроля объектов, если What's использовать that, brother? аичные поинтеры со звездочкой. Появился у E5, чтобы заменить сырой UObject. Его главная цель — работать с системой Garbage Collector. Если у тебя в поле класс UProperty TObject Pointer, то GC знает об этой ссылке и не удалит объект, пока она существует. Но это потому, что там UProperty. Использовать для полей классов uClass uStruct, которые должны участвовать в сборке мусора вместо UObject почти везде в Unreal 5 же. Что? Использовать для полей классов uClass uStruct, которые должны участвовать в сборке мусора. Вместо UObject указатель почти везде в Unreal Engine 5. Надо разве что проверять isValid перед использованием. Безопаснее для хранения живых UObject. Что значит безопаснее? TVIC Object Pointer — это слабая ссылка на UObject. Отлично. Хранит UObject, но не удерживает его в памяти. Если объект удален Garbage коллектором, указатель автоматически станет nullpointerом. Пример. TVIC Object Pointer, бла-бла-бла, бла-бла-бла, isValid, take damage. Хорошо, если враг уничтожен, isValid вернет false. Краша не будет. Да ладно. Использовать для временного кэша акторов или объектов, за которые ты не отвечаешь. Например, ссылка на врага, на владельца оружия, на UI. В местах, где нет гарантии, что объект будет жив, а хранить его в GC нужно. Хранить его в GC не нужно. T-Shared, TVIC Pointer — это уже не UObject Pointer. Подожди, а что? Они используют для обычных C++ объектов, а не наследников UObject. Если у тебя обычный сишный поинтер, а объект каким-то образом удалился, то твой поинтер будет указывать в никуда. Да. Они используются для обычных... Ну, ты можешь isValid проверять. Ты все равно можешь isValid вызвать и засунуть туда объект. Там же те же яйца происходят. Я ничего не путаю. Еще раз, T-Shared Pointer и TVIC Pointer — это уже не UProject поинтеры. Они используются для обычных C++ объектов, не наследников UObject. Работают как стандартные STD Shared Pointer и STD Vic Pointer. Используют в Slate Widgets, Data Asset и системах без GC. Tabjet по конвенции нужно использовать почти для всех переменных. Замена стандартному хранению переменных. Вики в основном для чего-то, что используется нечасто, чтобы не висели в памяти постоянно, и обычно там хранят меши, музыку и т.д. объекты. Что? Каким образом можно вызвать isValid у сишного поинтера? Сейчас я тебе покажу. TObject нужно использовать почти для всех переменных. Замена стандартному хранению переменных. Но для чего-то используешь нечасто, чтобы не висели в памяти. Мыши, музыку и так далее, не критичные объекты. Это меня еще больше запутало. Смотри, valid. Владюша шарит. И передаешь туда что-то. А можно контакты этого богатыря? Нужно использовать почти для всех переменных. Вики в основном. Не часто, чтобы не висели в памяти постоянно и обычно там хранять мыши, музыку и так далее. Еще раз. По поводу shared и pointer для обычных C++ объектов. Я не создаю обычные C++ объекты. Я через нее оператор не создаю. Плюс Вики, как только объект, помеченный Spending Kill, сразу становится невалидны. Владислав Прокопев GameDev, напиши мне.
Вики, как только объект замечен из pending kill, сразу становится невалидная. Это по поводу объекта, да, имеется в виду? Ну да, там он еще живой. Сырой будет выдавать из valid живой, то что он, даже если он помечен. Хотя, подожди, из valid как раз таки должен из pending не показывать. Флин 4 фан куда? Волс. Интересно, не знал о таком. Но что если в этот участок памяти, куда указывает поинтер, случайно запишется другой объект с таким же весом и офсетами полей? Ой, это не ко мне вопрос. Так, использовать slate widgets в дата-тасках, системах без GC, когда объект управляется умным указателем, а не GC. У нас это не подходит. Object Pointer, хранение UObject в UProperty участвует в GC. Основное применение в Unreal Engine. Weak Object Pointer, слабая ссылка на UObject, безопасный кэш не мешает GC удалить объект. Подожди, так о чем мне... А в чем смысл? ВДС. Написал флут. Все-таки использовать обычные сишные поинтеры небезопасно. Ну да, но подожди, я все равно я не очень догоняю, что мне дает Object Pointer. Ну хорошо, пендинг там сразу какой-нибудь бульвар ставится, типа что он того все. А, 0 pointer, там же сказано, что 0 pointer. То есть, когда он на удаление отправляет, просто он же не сразу удаляется, то этот указатель чистится, то есть будет там 0 pointer. Окей, без вопросов. Да, объект-поинтеры сами станут нулами и жить не нужно контролировать. Да, но там нет такого, что ты его назначил 0 pointer и объект удалился. Я, типа, все равно не догоняю, в чем проблема, типа, контроля дополнительного. Там не так уж и много контроля туда залетает. Ну, 0 pointer хорошо, а что мне, ну, как? Вообще-то есть. Ну, поясни. Пояснительная бригада мне нужна. Я же говорю, я не первый раз возвращаюсь к этим, не первый раз узнал-то я один раз о них. Не первый раз изучаю эту тему, изучаю тоже громко сказано, но неважно, в общем, вы поняли. С вот этими виками и прочим, я не догоняю, где мне их использовать. У объект-поинтера переопределен оператор. Оператор равно. Равно присвоение оператор или сравнение. Ты не дописал или ты все правильно написал? Когда передаешь ему нул, он передает инфу сборщику мусора. Что нужно похерить его? А в чем смысл? Присвоение. А в чем смысл тогда вот этого дестроев и всех прочего? Ну ладно, дестрой, чтобы там можно было этот запустить. То есть, давай я у ГПТ спрошу. Дестрой делаешь, если хочешь удалить объекты, несмотря на наличие сильных поинтеров. И в таком случае они все станут нулами. Если у тебя есть uProperty Object Pointer, и ты делаешь этот самый 0 pointer, ему присваиваешь, что произойдет следующий объект, на который ссылался MyMaterial, не будет удален сразу. В отличие от delete в C++, uObject живет, пока GC его не соберет. Удаление ссылки MyMaterial 0 pointer просто означает, что uObject больше не нужен мне.
DC может его собрать. Так это та же самая история. Ты же понимаешь, что это то же самое, что если я создам uProperty просто сырой этот самый и дам ему 0 pointer. На него тоже не будет ссылки, его тоже DC соберет. Ну, типа, те же самые действия будут. Ну, типа, то же самое. Я все равно не догоняю, нафиг он нужен. Я понимаю, что я, типа, дурак, я не понимаю, но я не понимаю. И объяснения я пока не вижу. То есть вот ты говоришь о том, что ты назначил, ну так если я сырому своему указателю, который под uProperty, назначу 0 pointer, он тоже его удалит. Ну то есть тут буквально говорится о том, что GC, ну, увидит, что как бы нет нифига и просто похерит его. Та же самая история. Будет то же самое абсолютно. Так нафиг он мне нужен? Вот единственный плюс это то, что 0 поинтером он его пометит. Вот это вот я согласен. Но таких случаев мне немного надо, где он именно этот самый на валидность его проверка. В основном там у меня ну, чисто просто его проверяешь, и все, сам указатель. Достаточно. Это в редких случаях, где мне надо вот этот извали туда засунуть. А если ты где-то вызовешь дестрой, твой сырой поинтер не станет нулом, а is valid не 100 безопасен. Все, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, 100% он безопасен или нет? Полагаю, что это невозможно. Не, ну, тут безусловно, конечно, прикол в том, что тут как бы у тебя строго, типа, либо нул, либо не нул, да? То есть у тебя нет, типа, либо true, либо false. Безопаснее уже некуда. Если у тебя true, то ты работаешь с ним, если у тебя false, то ты не работаешь с ним. Тут, типа, безопаснее уже некуда, это я прекрасно понимаю. Нежели вот там вот может залететь точно такой же, с этим самым, там если Луна, там парад планет, туда-сюда, Меркурий, Юпитер и прочее. Объект не хранит массив на все поинтеры на себя. Если только сам объект не хранит массив на все поинтеры на себя. Вот этого я не знаю, что там кто хранит. О, а кто это тут залетел? Поздороваться, что там вы там? Суть в том, что если ты забудешь где-то удалить, либо в том же тике будешь делать проверку, либо получать данные, получишь трудноуловимые баги. Используй лучше эти типы указателей. Изучи, что каждый из них делает и для чего используется ИИП. Проблема не... Я уже раз, я не знаю, какой читаю, пытаюсь вникнуть. Я понимаю, что вики там используются, если там часто ты их меняешь, там шеры там считает их, там можно вытащить этот, вот, тоже что-то объясняю, сейчас объясняю. Я не понимаю, где мне их вот использовать. Вот единственное это, если вот, это прям очень, это чисто для редких вот таких вот случаев, когда у тебя он каким-то образом случайно удалился, ну, в моем случае это не работает, потому что я четко знаю, какой мой код работает. Это может для команды, что типа, мол, кто-то там, когда-то там взял его, похерил этот указатель. Но я-то об этом не знаю. Код большой, это 1 000 000 строк каких-нибудь. И тогда нам просто для безопасности просто мы используем вот это вот. То есть вот этот object pointer. Weak pointer я ну, вообще не догоняю нафига. Он не спасает от GC, он не спасает ни от хера. Нафига ты его используешь, что? Хорошо, тут без вопросов. То есть есть у нас случаи, очень редкие, но они есть, когда сырой указатель пойдет по одному месту, а с этим будет все хорошо. Принимается, без вопросов. Все, используем эти object pointer, все, вопросов нет. По вику пояснительную бригаду можно или типа дурак сам иди читай? Потому что сам иди читай уже не сработало много раз. Ну, много это сколько? Раза 3-4. Вот это много. Вот. Все, принимается, без вопросов. Все, те object pointer строго теперь. Все, только они. А имеет смысл здесь их использовать в датастах?
Второй случай. Это в Runtime ты создаешь new object. Ты сам сказал, что будешь записывать указатель на него. Так как в Runtime ты будешь юзать, то скорее всего забудешь вручную очистить Object PTR. И прощай, Азу. Я не буду чистить сам этот самый, смотри. Там объект, как был бы, объект дорабатывает, то есть у нас есть цикл жизни вот этой вот эффекта. Когда он заканчивается, у него что есть ссылка на вот это хранилище, он идет в хранилище, чистит в этом хранилище себя, то есть ссылку на себя, а потом сам себя удаляет следующей же строчкой. И получается все, как бы нету самого объекта и нет ссылки, на которую его ссылаются. Вот так вот я планировал. И что значит прощай Азу? Это имеется в виду, что типа она засрется вся? Утечка памяти у тебя не может быть, если ты только не создаешь через вот этот оператор new именно свой класс. Потому что там за всем этим самими объектами, по-моему, следит GC. То есть, если он не увидит, что на него ничего не ссылается, нет никаких указателей под uProperty, он его нахер почистит. То есть, даже если его не удалял, просто нет указателей на него, то он его почистит. То есть, буквально можно просто-напросто в хранилище очистить указатель на него, и GC его когда-то там почистит. Ну, я не знаю, он там раз в минуту, раз в полминуты работает в шиппинге. Но он в шиппинге, он мразь такая конченая просто. Этот сборщик, это просто... Я помню, когда первый раз собрал проект, у меня там не все было под uProperty, он нахер все почистил. Он просто мразь такая, просто все чистил, там все вылетало в нульпоинтерах. Пока я все в uProperty не посадил. Вот. С чисткой тоже могут быть проблемы, и у обычного указателя ты не сможешь проверить isValid, и обращаясь к нему можешь получить мусор, подразумевая, что там что-то дельное. ГК ты же не контролируешь. Ну, вот я же говорю, только для вот этих вот мелких у меня вопросов нет. Это я принимаю, это я понимаю. Хорошо, для мелких я же говорю, я лично с этой проблемой, скорее всего, не столкнусь, потому что я полностью контролирую код, я понимаю, что я пишу, где я кого удаляю, где я кого не это самое. Ну ладно, тут тоже можно обосраться, но не в этом суть. Для большой команды, да, тебе непонятно, кто-то, может, что-то удалил, его очистил в этот момент, а ты к этому пытаешься обратиться через сырой и проверяешь его через просто этот, а там как бы шляпа получается, да, без вопросов, тут принимается. Что по Вику? Для Дендеракла. Что держит объект живым для GC? Только uProperty. Делает ссылку учитываемой GC. Если поле не помечено uProperty, то даже TObjectPointer не спасет. GC не будет знать про ссылку. Роль TObjectPointer — это обертка над сырым указателем, добавлен в UE5 для безопасности. Она помогает проверять валидность ссылки, особенно при hot reload. Делает код безопаснее для GC. У GC появляются хуки для проверки, но сама по себе она не делает ссылку живой. Вот и все. Окей, для безопасности все, тут принимается. Все, я понял, окей. Для этих мелких случаев мы на валидность можем его проверить. Вопросов нет. Сейчас будем переводить все в этот самый... А, кстати, а что будет, если я здесь делаю? Его имидж останется? Нет у рунбаттона. Подожди. Я понимаю, что этот... Но получается, вик PTR нужен чисто для того, чтобы объект не улавливался в памяти, но при этом ты ему его пометить uProperty. Сейчас эти вик-поинты нужны чисто для того, чтобы объект... Не удерживался.
Что значит не удерживался? Ты меня запутал, что значит не удерживался? Что, туда-сюда его дрочил, что ли? Что значит не удерживался? Так у тебя контроля тогда на него. То есть он удалится, когда ему надо? Значит не удерживался. Стало только хуже. А, так больше. uProperty спасает удаление GCT Object Pointer. Это только безопасная форма указать, чтобы меньше ловить удалился, краши и баги. если нет сильных поинтеров на него? Ты не понял. Если у него будет uProperty, хоть там вик, хоть не вик, он все равно его оставит. Он его не удалит GC. Только что ж я тебе прочитал ответ ГПТ, что uProperty это как раз таки... Я правильно понял. Ты создаешь руну, рунмастер. В ней в рантайме будешь создавать еферк, и потому удалять рунмастер. Потом удалять рунмастер. Рун, в ней в рантайме будешь создавать эффекты, потом удалять, да. Ну, создается вот этот объект. Его жизненный цикл, пока действует эффект этой руны. Он закончился действовать, и он берет и удаляется. В чем, собственно говоря, проблема? Такое ощущение, я не знаю, что их будет миллион. То есть они каждый тик создаются, эти руны. Игрок кинул одну руну, она там сколько за раунд? 5 рун кинул, они все создались, они висят. Все. Второй игрок 5 рун кинул. Что, 10 объектов, это что, тяжело создать, что ли? Разбитый на 60 секунд. Ну, типа, в течение 60 секунд 10 U-Object, это что, проблема создать? А потом их удалить в течение матча. Еще какая-то проблема. То есть создавать проджектайлы, которые летают и энеми спавнят туда-сюда, это типа норм, а этот U-Object маленький, это все? То есть в рантайме будешь создавать 2 объекта. Это накладно для системы. Не то чтобы в малом проекте это страшно, но для какого-то оммо было бы страшно. А если я кину 10 копеек рун этим игрокам? 10к рун, у тебя не получится столько кинуть. 2 объекта, серьезно? А спаун enemy, когда происходит у тебя, и они спавнят еще всякие вещи, это не объекты? То есть ты хочешь сказать, что это напряжное создание 2 U-объектов? Просто я перепроверил. New Object живет, пока живет класс владелец, и GC не спасет, как я понимаю. Ну, я не помню конкретно, как именно я работал с вот этим New Object, но я с ними работал в предыдущем проекте. Я создавал через этот New Object, и ничего он там мне не чистил. Живет класс владелец. Ну, класс владелец это компонент самого игрока. То есть она будет создавать его. Плюс у него-то овнера нету. У него что, нет овнера. Нет такого понятия, как нет овнера. Ты думаешь, если я смогу присоединиться к игре на 2 третьим игроком, то не смогу заспавнить им 10 копеек рун? Нет, ты не сможешь их заспавнить 10 копеек рун, потому что столько рун вообще не будет существовать. Тебе их надо вначале насобирать. Если ты их будешь копить, то ты проиграешь. А если ты не будешь их копить, то ты их не накопишь. Понимаешь? Ну сколько рун? Хорошо, 100 рун. Вот 100 рун в игре существует. Ты же не можешь повторять их, понимаешь? Вот 100 рун ты завязал. Просто, ну, создание U-объекта обычного в рантайме это не проблема. Вот написано было в рантайме, а спаун не в рантайме происходит, спаун актор. А актор это в десятки раз больше товарищ, чем U-объект. Мой идентификатор абсурда. Ну окей. Я понял. Спаун-актор это куда масштабнее история, чем спавн руны. То есть, когда мы отспавниваем enemy,
это куда напряжнее, чем даже 100 U-объектов заспавнить. Потому что возьмем обычного, ну, у нас enemy это не павн, но тем не менее, павн берем 1336 байт нам надо. Это без учета... Это без учета его компонентов. Ну, у нас там характер, который больше весит. У которого есть там свои компоненты и прочее. Я не знаю, у меня просто характер... А, ладно, enemy сейчас открою. Давай по памяти сейчас пройдемся. Enemy, где enemy? Кто знает алфавит, где enemy? Вот enemy. Enemy характер. Давай, иди сюда. Сколько он весит? 2304 байта. Это без дополнительных компонентов, которые у нас есть. Это без вот этого... Ну, там тут-то компонент у нас в виде указателя хранится, но мы-то его в БП там добавляем. То есть без того компонента, без этого всего, вот это вот создается каждые 0,5 секунд. Самое быстрое может создаваться. То есть вот это вот не проблема. Это не проблема. Я напомню, это не проблема. А создание U-объекта, который весит 48 байт, штучки 3-4 на протяжении 60 секунд, это проблема. Просто такой вариант, как у тебя, я не костылил, и страшно подумать, если это косяк, то сколько памяти может утечь. Да не утечет эта память. Есть товарищ GC, который нахер все это самое. И это не костыль, это так надо. Это все по заветам ГПТ. Так вот, я же говорю, то есть вот это вот создание обычного U-объекта, в котором, ну сколько, ну пусть 100 байт будет, да, мы его разожрем, там что-нибудь в него еще набросаем. То есть это проблема. Штучки 2-3 создать на протяжении 60 секунд. А спавнить акторов вовсю, потом проджектайлы спавнить вовсю, которые... проджектайлы как раз таки акторы, а характеры это у нас enemy. Это не проблема. Это не напряжно для этого в рантайме. Ничто из этого не проблема. Но если смотреть, где нагрузка, то она в аллокации и памяти, а не в размещении. Лучше уже через Йоном и делать. Тут даже я буду не против. Так ты ж меня на юб... Ты ж в курсе, что этот самый... как раз таки через U-объекты работает товарищ Гэс. Усы залезли в рот. Короче, я U-объекты хочу, это что-то новое, мне интересно, все. Рунмастер, вот сюда мы идем. Не, подожди, мы сюда идем. В WoW 5 вроде иначе работает аллокации, не через Нил. Нет, только атрибуты, и там выделение памяти под них по-другому делается. Газ берет на себя эту ответственность. Подожди, а если это надо делать, да, через... Да. Или нет? У ёпиков наверняка свой аллокатор. Но пояс и место под объекты всегда делает нагрузку. А так стример прав, париться за 100 объектов. Это больше троллингом пахнет. Вау. Так, у юпиков, наверное, свой локатор, но поиск. Серый. Подожди, я не хочу тирей. Хочу тимап. Хочу тимап.
Я хочу тимап, f-string. Потому что тот засранец string возвращает. Я не хочу его это самое в f-name превращать. А потом из f-name в этот обратно. Если что. Ну, мало ли понадобится туда-сюда его гонять. Все, ну, вот по поводу создания объекта в рантайме. Это, конечно... Мап не реплицируется. Так я его и не реплицирую. Ты видишь, чтобы он у меня репликейтед был? И map реплицируется, если что. Если что. Если что, он реплицируется. Если что. Так. Как? Молча. Он реплицируется, но он реплицируется через задницу. Он пересоздается полностью заново. Ну, когда у тебя поступит репликейтед, обновление вот это, он не сам элемент заменит, он нафиг удалит старый тимап и создаст новый. В этом его проблема. А так, ну, он реплицируется. Ну, то есть, если у тебя тимап на 100 элементов, и ты там поменял в одном элементе какой-нибудь флот на плюс 0.1 сделал, и он полетит, он старый на 100 элементов удаляет, и новый создает. Если правильно мне ГПТ все объяснил. Вот в этом его проблема. Реплицироваться-то он среплицируется, но прикол в том, что он просто новый, заново его создаст. А вот с каким-нибудь TRM он именно тот элемент поменяет. Но плюс я вот тут не вижу репликейта. Где у меня здесь репликейт? Я, может, что-то не вижу просто. Может, я слепой? Давай поближе подойдем. Смотрим. Так, давай. Нет, все равно не вижу. Нет. Тебе его перекешировать через AR надо и потом пересобрать на сервере или клиентам. Ну вот, пересбор будет. Он, по-моему, это сам делает. Нет, AR весь передается, а не конкретный элемент. Окей. Тимап, string. Я все еще не увидел, где у меня репликейт. Это здесь стоит у тимап. Вот в чем прикол. Давай проведем эксперимент. Создать map на 999 элементов. Измени один флат и отправь изменения на клиент. Не, я не хочу. Для этого надо создавать Fasta Ace Realizer. Без понятия, что это. Ну, из названия понятно, но типа, не знаком. Не знаю. String. Мы просто здесь указатель записываем и все. Когда ты делал AR, у тебя был replicated. Не, когда я делал R, у меня был репликейтед, но потом я удалил и сделал тимап. Ты мне говоришь, тимап не реплицируется. А каким образом то, что я в array хотел репликейтед сделать, относится к тому, что я начал делать тимап без репликейтед? Можно мне связь получить? Pointer, вы же меня научили, теперь будем идти object pointer. Фу, что за бред, Юру, мастер. Рассинхрон получается. Notmap не реплицируется, переспроси у ГПТ. И спросим. Реплицирует. Так, подожди. Реплицирует ли тимап? Тимап, знак вопроса.
Да, тимап в Unreal Engine можно реплицировать, но есть несколько нюансов. Условия для репликации. Тимап. Класс, содержащий тимап, должен быть actor или actor component с включенным репликацией. Set is replicated by default true или be replicated true. Кстати, мы компонент вот эту не поставили, который у нас actor компонент. Надо поставить, чтобы она реплицировалась. Само поле tmap должно быть помечено как uProperty replicated или uProperty replicates replicate using, ну, там и метод. Ключи и значения в tmap должны быть реплицируемыми типами int, 32, fstring, fname и тому подобие. uObject указатель, если они реплицируемы, обычно actor. Ваши uStruct, если они помечены uStruct blueprint type или поддерживаемые сериализацию. Ну, это типа реплицируется. Пример, бла-бла-бла. Ограничение. Tmap не оптимизирован под частые изменения. Каждое обновление может пересылать всю карту, а не только измененный элемент. Если у тебя очень большой tmap или часто обновляется, лучше подумать об альтернативной T-array со структурой FK-value. RPC на добавление и удаление элементов вместо полной репликации. Итог. Tmap можно реплицировать напрямую, но будь осторожен с производительностью. Ау! Так. Tmap fstring fobject run master. Object pointer on master. Короче, суть. У тебя ГПТ тупее, чем у меня. Ну да, тупее, Отойду на да. мин 10. Тут без вопросов. Ну а как еще может быть? Всем пока. Если я что, домой. всем пока. Объясни ему, что не реплицируется. Что не реплицируется? Давай по-другому пойдем. Давай я у Гимена спрошу. А ты не сдаешься. У Гемини про нужно спрашивать. Вот сейчас мы к нему и пойдем. Так. Ладно, подожди, надо выбрать этот. Так, Unreal Engine 5. В раздел предложения скинул, что мне ГПТ, на тот же вопрос, дал ответ. Давай, ответ нет, чтобы вообще было кайфово. Давай, нет. Ответ Gemini. Зачитываем. Да, tmap в Unreal Engine 5 C++ напрямую не реплицируется. Стандартно... не реплицируется. А что за да? Что за обман? Обман. Стандартная система репликации Unreal Engine не поддерживает контейнер tmap из коробки. Однако существует стандартный и эффективный способ обойти это ограничение с помощью структуры fFastArray Serialized. Как реплицировать данные подобный tmap? Основная идея заключается в том, чтобы преобразовать ваш tmap в массив структур T-array of struct, где каждая структура содержит ключ и значение вашей карты. Этот массив затем можно реплицировать с помощью fFastArray Serialized, который оптимизирован для эффективной системы передачи машин. Шаги для реализации. Создать структуру для элемента карты. Эта структура будет содержать ключ Но, по и сути, значение. Сериализация и десериализация должна знать, как сопоставить ключ и значения. Гемини умнее ГПТ. Да, Gemini Pro вообще кайф. По сравнению с GPT он прям бог. Ну, это не сарказм, ничего. Создать структуру для элемента карты. Эта структура будет содержать ключ и значения и должна наследоваться от fFastArray Serialized. Создай контейнер для массива. Этот контейнер будет хранить массив ваших структур и должен наследоваться от fFastArray. Ага. Используйте контейнер в вашем акторе. Теперь ты можешь объявить свой реплицируемый контейнер в любом акторе, например, GameState, PlayerState или CharActor. В CPV файле актора не забудь добавить свойство getLifetime. Угу. Кому добавить? Replicated fMyContainer. Ага.
Ключевой момент — эффективность. И факт намного эффективнее для репликации Там списков, вручную чем... нужно описывать, как запаковать пакет и как его распаковать и записать в переменную. Да, вот это он мне объяснил. Эффективность. Fast Array Redax намного эффективнее для репликации списков, чем просто репликация T-Array. Он отправляет только изменения, добавленные, удаление измещения, а не весь массив целиком при каждом обновлении гибкости. Этот подход добавляет вам подход позволяет вам создать функции обертки, бла-бла-бла, чтобы работать с вашим так же удобно, как обычный тимап, надежность стандартная. Ну, короче, ты создаешь свой контейнер просто и объясняешь, что вообще пошагово, что с ним делать. При упаковке, распаковке и прочем. Вот и все. Окей. А теперь ГПТ тот же самый вопрос, только я теперь этот чат удаляю. Все, у меня здесь врет. Я создаю новый чат. Потому что чат давненько, он мог уже тупить. Так, давай новый чат. Точно такой же вопрос, как Гименаю задам. Где Гимена еще раз? Ну, иди сюда. Так. Опля. Давай у ГПТ спрашиваем, свежего. Короткий ответ. Нет, тимап напрямую не реплицируется в Unreal Engine C++. Теперь по шагам. Что умеет VE? Движок умеет реплицировать и property поле простых ин бла-бла-бла-бла-бла-бла. Тимап не поддерживает напрямую механизм репликации, потому что это ассоциативная структура, и движку сложно прозрачно сериализовать разносить изменения по сети. Что будет, если просто написать репликейт? Unreal проигнорирует это свойство при сборке репликации, оно не попадет в список контролей реплицируемых. Как правильно? Вариантов обхода. Используйте array по включению значения. Ну да, и в принципе то же самое пишет. Короче, понятно, да. ГПТ обманщик. Все. Принимается. Но суть не в этом. Суть в том, что я-то не использую здесь репликейт. Что я хочу? Он на сервере будет все равно использоваться, этот тимап. И он к нему будет обращаться только с сервера. И изменения он будет производить только на сервере. Вот этому товарищу. Поэтому я могу его использовать и пользоваться им. Вот. Та-ра-та-та. Object pointer на этот самый. То есть он хранит в этот. И, ну, это для быстрого поиска нам надо. Vault у нас Vault хранилище. Store это немножко не то будет. Storage. Vault. Да что-то допишу-то. Vault. Нет. Vault, по-моему. Vault. Нет. А как пишется хранилище? Он как storage мне его предлагает, но... А Vault что такое? Что вот типа через этот пишется. Vault. Я твою душу любил. Не через О, через А. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые Я помню, ты испытал надо мной сегодня. Моя насмехался, жизнь полна, когда как я всегда. утверждал, что тмап не реплицируется и он тебя обманывает. Ну, так бывает. Видишь, был неправ. Vault. Ну вот, надо... Это, кстати, хороший экспириенс в плане того, что надо перезапускать эти ГПТшные чаты, потому что он тупить начинает. Долго, потому что этому чату прям... Сколько. Короче, надо почаще его передрачивать. Вот. Ну, вот бывает так. Vault. Runес. Vault. Или Storage. Вспомнил песенки Суна про то, какой стример молодец. Аж прослезился не то, что эти ваши лайт даст. Да. Суна стример.
Молодец, да. Арунис Волт. Арунис Волт. Но мы с ним работаем, то есть он с сервера будет работать. Также я хотел еще одну вещь сделать. Здесь у нас get is replicated. Я не помню. О, что я наклацал там? Я не помню. Сейчас глянем, подсмотрим, где я тут что-то делал. Молодец. Set is replicated by default. Вот эту вот часть надо взять. Делать true. Сразу ставим. Что дальше делал? Мне дальше делать? Что мне дальше делать? А дальше мне надо... Арунис Волт. У нас есть этот самый... текущие руны. Помимо того, что вот это у нас должен быть тирей, который как раз-таки replicated. Тирей replicated, который у нас возвращает его property. Тирей, хотя ладно, вот так вот, он же все-таки поменьше. Вот там вот Юрун мастер Дей хранится. Арунис Дей. Арунис Рей. Арунис Рей. Арунис Рей. Потому что... Ну, это, короче, там, где мы храним именно наши руны, которые вот при выборке идут. То есть мы же выбираем пачку из... там, ну, что юзнуть. И вот оно хранится здесь. И оно хранится именно здесь, поэтому мы его реплицируем. И как бы, да, только маленький нюанс. Показатель. Ну да. Ну да. Ну да. Все, теперь все оборачиваем в этот. Никаких сырых указателей. Все, сырые указатели зло. А как с ними, ну, типа, у них же, по-моему, нет никакой разницы, да? У них все то же самое. Мы же то же самое, да, с ними делаем или нет? Мы же можем обратиться там к... Че, какая точка нафиг? Ты что, обалдел, что ли? Ты же не знаешь, что это такое. Valid low level. Ну да, нам на валидность-то не надо проверять. Мы можем сразу его проверить именно на 0 pointer. Типа такого делать. 0 pointer. Проверка. А вот доставать у нас те же самые, да, истории. То есть все его данные достаются без каких-либо приколов. Вообще отлично, хорошо. Без вопросов, без вопросов, без вопросов. Есть этот, потом инструменты управления, void. Ну, установка всего, то есть добавление в массив.
А что он сравнивает? Что у него в операторе сравнения? Просто тот эти сравнивает, а это что сравнивать? И Object. Что он сравнивает там? Size type const num. Count равен other array num. Окей. А если чистые поинтеры? Не есть где-то чистые поинтеры. Points widget, где иди сюда. Там та же самая, да, история будет? А, ну да, все. Что там попроще ему будет. Ну вот это зато попроще. Это быстрее, он-то эти сравнивает. Байты-биты. Я потерялся. А, ну логично, что я потерялся. Этот съехал. Засранец. Так, есть. Потом нам надо добавление, удаление. Добавление, удаление. Оу. А вот с удалением тут интересные вещи происходят, потому что... А, нет, проблем не будет. Изи. Потому что мы, когда вот этого товарища будем инициализировать, создавать, мы же в него засовываем как раз-таки вот этот data-asset. В него полетит data-asset, и он имеет data-asset, с которым он работает. Соответственно... подожди, при чем здесь этот к этому я несу? Они же никак не связаны. Это же вообще никакого отношения друг к другу не имеет. Фу, что я несу? Это ж удаление, это когда мы юзнули его именно. То есть он-то его удалит без вопросов. То есть там все хорошо у нас, надо разделить их как-то. Визуально так. Значит, void первый это создание. Ну, точнее, добавление. Создание он-то и так создастся. Или надо еще инициализация? Овнера мы ему... овнер у него будет, да, автоматически, если мы его добавим. Он же у нас в павне не существует. Ну, то есть, мы-то его через это добавляем, через внутреннюю вот эту вот блюпринтовую шляпу. Он овнера должен дать, соответственно, там. Он принадлежит этому павну, соответственно, тому-то player state. Void инициализации, значит, нет, то void add run dune, не dune, run. Add run. Эдрун. Эдрун. Хорошо, Эдрун. И что Эдрун? У нас есть несколько вариантов. То есть мы либо уже примем массивчик, либо будем дрочить его по 3 раза. Хотя там мы в цикле это будем, мы же перебираем, то есть он выбросил первую, он закинул эту первую в список, то есть либо мы там будем локально создавать array, его собирать вначале, а потом один раз вызывать этот метод, либо мы сразу, когда получили нужную руну, вызвали метод, и он закинул ее. Сюда добавил.
сюда добавил. Ну, допустим, по одному. Хорошо, допустим, по одному. Допустим, по одному. Он принимает рун D. Все. Я, конечно, понимаю, что это так на сервере будет вызвано, но я на всякий случай пометка сделать, пометку, что мы строго на серваке его делаем. Что? Что мне нравится? Function cannot take to object pointer as the function parameter of return value. Уф. 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 Мастер Дей, подожди. Здрасте. Ауф, да. Подожди, а здесь... Здесь работает, а здесь не работает. Почему? Потому что что-то не так с методом. Правильно, правильно. Потому что implementation есть. Руна S, а фиг его знает. Почему ему не нравится? Ну, кроме меня. Раздуплился, что ли? Он не раздуплился, я понял. Add, а мы так можем рун? Рун D. Мы так можем, смотрите. Мы так могем. Но есть нюанс, нам надо в этой штуке еще учитывать его, поэтому это сейчас будет с... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут немножко все посложнее. Немножко все посложнее. Нам-то надо еще количество учитывать, сколько их. Соответственно, какой-нибудь типа R, где у нас есть вот этот Rune Master D. Ух ты, блин, сейчас будет, конечно, типа R. Типа R. А он еще не реплицируется, да? Типа R вот эта вот часть и int 32. Вот. Ужас. А что такое Pavire? Типа R это то, из чего состоит тимап. Это полный стракт без макросов. Теперь сам по себе не реплицируется, например, потому что он просто стракт без usestruct. Понятно, все. Ну, это типа пара, то есть ты шаблонный, шаблонный стракт, класс, в который ты задаешь первый парочка, типа R, понимаешь? Все. Ну, короче, енам из него, тимап из него состоит. У тимапа как бы это хранилище типа R. Ну, свою структуру создадим, это вообще без вопросов. Пока здесь, потом, если что, переместим ее в этот usestruct.
название. Надо какое-то название, чтобы было понятно, что там. Конечно, поиск будет просто великолепный поиск будет. Ну, это не дата, это... Вол тоже не назовешь, Storage не назовешь, инф тоже не назовешь. Или назовешь? Подожди. Надо было дочитать. Типа, без этого просто TPR нет, а вот если ты положишь TPR внутрь T-Array и попытаешься сделать и property array, это не будет... это не будет работать. Да что ж такое? Когда это сработает, говорит, и это не будет работать. Еще раз, если ты положишь TPR внутрь T-Array и попытаешься сделать uProperty replicate, это не будет работать, потому что... И это он добавил в графу, когда это сработает. Ну эти ее property, кстати, тоже надо сделать. Короче, Оу безработный. Как жаль. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. А ты о чем? Ничего не понял. Короче, все это надо в этот... Окей, без вопросов. Так, есть эта вся история. И мы вот этот frun info сюда засовываем, потому что нам надо... Нам надо количество держать. Потому что не просто add должен быть. Вот этот add run не совсем просто add. Он вначале должен найти его. Если он его не нашел, тогда он должен просто его добавить. Если он его нашел, то он как бы делает +1. Вот и все. Соответственно, у нас что здесь происходит? Правильно, for. Это не работает, то не работает. А если попробовать так, то что может? Это тоже не будет работать. В итоге Оу безработный. Игра слов. Это сложно. Вот это, одобряю, пояснительная бригада. Вот это вот. А то, как обычно, кто-то шутканет, спрашивает, что ничего не понял. Это забей. Что, забей? Интересно, что? Вот. Так. Только я забыл, что я хотел сделать. Нам надо взять этот item. Ну, типа спросить if item. Куда я убежал? Item.runday equal runday. Runday.
то мы айтему точка run count ой, подожди, я не туда хотел. Return и все, или я сам. А вот здесь сделаем add. Add. Run. Или сделать конструктор, чтобы сразу туда вписать. Те же самые яйца будут. Ой. Так, нагляднее. Ты кажешь нерабочую систему пишешь, но я не уверен. Почему не рабочую? Ой, рундей. Инфа. Пока на бумаге все будет работать хорошо. А вот как на деле посмотрим. Нет никакой проблемы потом это все переделать. Вообще никакой проблемы нет. Ну как минимум не return, а break. Не, в данном случае именно return. В том-то и суть, что если он словит этот, мне надо, чтобы он вылетел вообще из этого метода. Эх, код на бумаге. Было же время. О, да, и это весело было, да. Я его, конечно, не помню особо это. Я помню, что мы там что-то писали, порнографии такой страдали, но... Не верю. Но я помню как факт, что такое было, а именно воспоминаний как таковых не осталось. А может и осталось. Ну, короче, не суть важно было дело в случае. Так, мы добавили его. Еще раз, что здесь происходит? Это тут триггеряция на return. У нас залетает add, и мы ищем. То есть, если мы нашли, пробежались по всем уже, которые у нас есть. Ладно, вроде понял. ПБ рабочее состояние кода, но хз. Посмотрим, что будет далее. Ну, это безусловно, да. Я же говорю, для меня нет какой-то проблемы, типа рабочее, нерабочее, там оно будет этот самый. Это в любом случае опыт, я в любом случае по итогу, неважно, оно будет рабочее, оно будет нерабочее, я приобрету опыт и знания в любом случае. То есть, как бы, поэтому для меня нет проблемы. А если переделывать, так тем более еще больше знаний будет. Больше понимания, больше. По поводу того, что здесь происходит, у нас добавляется руна. Если уже руна такая есть, мы увеличиваем счетчик и просто схлопываем. Дальше мы ничего не делаем в этом методе. А если она не нашлась, то мы как бы создаем новую вот эту структурку и засовываем ее в этот array. Вот. Так. Есть это add, remove. Это то же самое должно быть и с remove. Remove run. Remove run. Может, сейчас объединим как-то в метод один какой-нибудь.
Ой, молодец. Почему над? Не под. Почему не под? И дешевле смотрится тмап теперь. Хочешь больше знаний? Пиши плагин, добавляющий хуки и кнопки в редактор. Я не понимаю, зачем ты все это реплицируешь. Потому что эти руны нам нужны для отображения виджетов. Количество конкретно и сам DA. Там же DA хранится только. Он нужен для картинок и для информации, когда мы навели на него. То есть, если у нас сервер делает... Просто если ты, допустим, добавляешь механику какую-то, чтобы враг мог у тебя удалить кусочек, какую-то рандомную карточку твою одну удаляет, тебе нужно эту информацию обновить. Так же самое, если ты юзаешь какую-то карточку, тебе нужно, чтобы она... Ну, на сервере-то она удалилась, и информация о том, что у тебя -1 или вообще удалился кусочек, он пришел и игроку, и у него виджеты обновились. Как ты это будешь делать без репликации? В этом смысл. А вот это именно хранилище активных. То есть это... Я понимаю, что нейминг классный, я понимаю, что бог нейминга на стримере, но это для именно активных, то есть которые сейчас есть активны, то есть к вот этой части обращается только сервер, поэтому нам репликация здесь нафиг не нужна. А у игрока он будет пустой, получается, локально. Вот. То есть его заполняет только сервак у себя, и все. Ремув мы делаем, подожди. У ремува, в принципе, та же самая история, только наоборот. Если он находит, то он делает ремув, ну, за исключением, что мы новый не добавляем. Если он нашел, то он делает минус-минус. То есть он вот этому товарищу делает минус-минус. И дальше задается вопросом if что? If вот этот item. Блин, я, наверное, все-таки... Или, блин, там лесенка получается. Я понимаю, что можно сразу занести его в условия, сделать минус-минус, потом спросить, типа, меньше он либо равен нулю, все это обернуть, и все будет, но... Я не знаю, хочу ли я item .run count меньше либо равен нулю, то тогда мы вырываем вот Просто этот ты можешь item. все это считать на клиенте. Что именно считать на клиенте? Как у тебя управление и хранение данных будет только на клиенте? Это же неправильно, это сервер должен заниматься этим. И перенести ответственность на клиента, пересчетов, а в конце передать серверу с клиента. Подожди, каких пересчетов? Именно добавление ты имеешь в виду? Так это же ужасно, разве нет? Разве не сервер должен заниматься такими вещами, добавлением чем-то, удалением и прочего? Разве это не неправильно? Точнее, разве это неправильно? Как сказать? Можно и действия проивника считать на клиенте. Предсказывать поведение другого игрока. Разве это не... Это как сказать, не неправильно или неправильно? Короче, то, что у тебя расчеты все идут и изменения у клиента, а потом он серверу говорит, что, мол, типа, я тут, слышишь, я тут что-то поменял, короче. Вообще, внести тех провидцев из фильма «Особое мнение». Просто, по-моему, ты как раз-таки на сервер отправляешь, что тебе нужно изменить. А сервер уже делает изменения, и результат этих всех изменений отсылает всем остальным. Потому что если у тебя на клиенте будет это все, ну, у тебя клиент может сам чего угодно там насчитать. Ну, условно, там какие-нибудь а-ля читерство и прочее. Я понимаю, что это не сюда сейчас начнется, ты там не сделаешь, ты-пыры. Просто смотрится страшный код для сервера, как будто лишние нагрузки будут.
Это не про этот проект с лишними нагрузками. А какой страшный у тебя? Я не знаю, как ты воспринимаешь вот этот add run и вообще с рунами механики, как ты воспринимаешь? Ты их воспринимаешь, что не каждый кадр происходит или как? Вот как ты их воспринимаешь? Вот ты, наверное, воспринимаешь, что вот эти все механики с рунами, они создаются каждый кадр миллионами, добавляются в массивы, в тимапы каждый кадр Вы еще и удаляются. Вы не видели. Код сервака Пуга не видели. Вот это было, может быть, интересно. Вот ты, наверное, их так воспринимаешь. Но сама вот эта вот процедура добавления и удаления рун, создания их, очищения и прочее, она происходит, вот есть межвольнее, как между волнами, да, вот происходит 60 секунд вот этих вот. И вот за вот эти 60 секунд, может быть, каждый игрок там, от там 5-10 в среднем этих использует. Он Вот. на релизе полностью на блупринте был. О, кайф. Сервер по дефолту делает все вычисления и перемещает всех персонажей и делает все изменения. По-другому рассинхрон или читеры. Ну вот и я о том же, то что ты должен делать эти. Так вот, руны там от 5 до 10 каждый игрок, а их всего 2 игрока, напомню, сделает вот этих рун. То есть у нас будет add run и remove run, ну не в смысле каждый по 10 раз, а вот в общем количестве 10 раз сделано. Хотя подожди, нет, add run конкретно будет сделано 3 раза, потому что у нас каждую волну добавляется 3. А remove run, когда мы их юзнули от 5 там, до 10, то есть там, ну хорошо, пусть 15 вместе будет, да, там 2 накинем, то есть 13 вместе максимум, ну мы еще 2 накинем, 15, чтобы красиво было. Каждый игрок сделает. Ну, это как-то, ну, извините меня, это что нахер за сервак должен быть, что у вас должна быть за игра, которая у вас сломается от того, что вы, каждый игрок, которых 2, 15 действий сделает с массивом, который реплицируется, и это будет считаться большой нагрузкой. Вот в каком мире это вот все существует? Просто если это на тик, у вас там что-то, ладно, не на тик, там каждый третий кадр, там, ну, просто так получается, что там каждый третий кадр что-то происходит, да, там, или каждый пятый кадр, ну, там, рандомно, когда каждый третий, когда каждый пятый кадр, и вот это вот все постоянно. Не, ты бери это самое. Сами эпики говорят, что сетевой код ОУ сделан из говна и палок. Так что такое может быть? Так, подожди. Тут верю, что с ёпиками может быть что угодно, но, блин... Даже если очень сложно, все равно должен делать сервер. Клиент только делает запрос по типу «а можно ли?». Вот я, ну, как бы, вот об этом и говорю, что, мол, все расчеты делает сервер, то есть клиент отсылает ему, то есть какой-нибудь триггер, что, мол, типа, я прыгнул, там, да, и сервер говорит всем остальным игрокам, слышишь, он прыгнул. Ну ладно, с прыжком это не херовый этот самый. Ну, то есть тот же дэмэдж, да, он отсылает, типа, мол, что вот сейчас надо продамажить, и там расчеты все эти сервак делает. То есть вот это все делает сервак, а игрок конкретно, вот он всю эту информацию получает и виджеты там выводит, там еще всякие штуки делает для себя, но он не делает основные вот эти расчеты. Нормальный сетевой код у них, плюс начинайте учить риску. Так а когда будет риск? А ты вот это вот, как его, перед носом водишь этой риской, и не это самое. Просто я сравниваю с ГАЗ, там бы за 2 минуты все было написано и без лишних нагрузок и лишних for each. Да, понятно, но под капотом ты думаешь, там что происходит? Или ты не заглядывал, что там происходит? Или неважно, что происходит? Типа, мол, ты вызываешь метод give, сделай хорошо какую-нибудь, я не знаю, типа, мол, do something, а что там под капотом, вообще не важно. Пусть там даже 10 форычев друг в друге, это не важно, да, я что вызвал do something. Просто, по-твоему, что там происходит? Скорее всего, там еще может еще чуть посложнее происходит, с учетом того, что они используют геймплей так, а его нужно переводить и вот это вот все сравнивать. Там еще все страшнее может быть. Куда страшнее, чем вот эта вот вся история. Тут я, наверное, сделаю через этот.
Я копался в газ. Репликация больше всего сделана через OnRap Note of I. OnRap Notify. Ну, что такое OnRap Notify? Я как раз хотел спросить у ГПТ, что такое OnRap Notify. Это случайно не вот эта фигня, когда Там ты... происходит отлаженный десятилетиями код команды умных людей из Epic Games. Это не вот эта фигня, которая триггерит на изменения. Если на сервере изменилось, то тогда передает клиенту. Так а при чем здесь тот факт, что... Так я сейчас то же самое делаю. Причем здесь for reach к этому самому, к вот этому. По поводу Rap Notify, это вот эта вот фигня, когда, я не помню, как она делается. Короче, когда изменение поступит в поле, то ты можешь привязать делегат какой-то. Каждый в Epic Games это. Да, каждый в ее пиках это... Где она у меня где-то была, где-то я ее тут тискал, использовал. Ну давай, найдись где-то. Вспомни, как она называется-то хоть. Репликейт, вот это параша? Или это другая какая-то? Просто если другая, сейчас будем у ГПТ спрашивать. На Rap Notify сейчас спросим. Да. А, это, ну... Ну вот я ж говорю, что, мол... Я хочу в Epic Games, даже если все меня будут считать дураком. Я тоже хочу в Epic Games, даже если все меня будут считать дураком. Да, и так считают, но так хоть в Эпика буду. Короче, ну у них на делегаты висит, то есть когда у тебя пришел пакет на изменение этих данных, они изменяются, и у тебя выполняется какое-то действие. Так и я не понял, а при чем здесь то, что, чем я сейчас занимаюсь к этому? Просто я сейчас работаю с сервером, то есть это на сервере изменения приходят, сейчас происходят. То есть это расчеты для сервера, что ему надо сделать. Если платят по 10 копейкам бачей в месяц, то пусть считают хоть собакой. Так-то оно так, но, блин, есть жестокая шутка такая, не байт, не триггер. Можно стриггерить, короче, тебя. Хотя ты двоечки даешь, не, я тебя не буду триггерить, я передумал. Я передумал. Что тебя триггерит, ты двоечки раздаешь, опасный. Вот так вот сделаем. Return. Ну, конечно, некрасиво. Можно вот так вот сделать и все, но... О, уже полетели двоечки. Не, я не буду тебя триггерить тогда. Не, я понимаю, что можно еще и в тот if вынести его. Что можно вот так вот сделать. Вот так вот и еще меньше текста. А что по читаемости? Читаемость, что, куда она ушла? Не, я, конечно, люблю нечитаемый код, но мне кажется, это перебор. Это прям сильный перебор. А, подожди. А, ну да. Все работает. Но только не совсем это работает. Подожди, он же должен выйти все равно и дальше не искать. Не-не-не, это все не будет. Это... Не-н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 е. Как бы я сделал? Я бы на сервере имел bitmap name, да.
С клиента запускал use run count, на сервере брал бы istmap данные, изменял бы и отдавал бы через onRep notify. Как-то так пробовал бы. Как бы я бы на сервере имел бы teamup, с клиента запускал и use run count плюс на сервере брал бы из teamup данные, изменял бы, отдавал через Так он рэп notify тебе надо где-то хранить. И отдавал бы через onRep notify. Ты же понимаешь, как onRep notify вот этот работает? Он же триггерится у тебя тогда, когда у тебя поле пришло в этот самый, ну, данные в нем изменились. То есть, если у тебя есть какой-нибудь int, replicate, ты поставил int replicate, да? Ну, если я опять же правильно понял, сегодня мы много чего узнали, но вот у тебя залетел, у тебя он изначально 0, да? Ты на сервер его сделал 5. Сервер отсылает пакетик, пакетик летит и меняет с 0 на 5. И следующий же у тебя срабатывает вот этот notify. Я бы тот курс погас и сделал бы применение рун через gameplay эффект. Не-не-не-не-не. И вот тогда у тебя сработает это, как бы ты через этот передавал, и не понял. Как ты собираешься через вот этот вот replicated using, или как он там называется, передавать? Вот так вот это должно выглядеть. Так, более читаемое, чем заносить его в этот. Не хочу в этот заносить. Нет, rep notify это заставляет передать данные, и он сделает int 0 на int 5. Что такое rep notify? Если вот это вот, то не. Rep notify это что-то отдельная какая-то магия или что такое rep notify? Rep notify. Not replicated. Notify. Есть что-то? Нету такого rep notify. Ты про replicated using. Давай, гимена прям идем. Прям гимена идем. Еще раз, как там правильно он идет. Replicated using. Когда сработает и при каких условиях? Вопрос. Гимена отвечает. OnRep это функция, которую ты привязываешь к изменению переменной, и она вызывается на клиентах, когда сервер изменил данные, и они пришли на клиент. Вот, это то, о чем я говорил. Но мы теперь смотрим этот самый, который... Короткий ответ. Replicate using вызывает указанную вами функцию на клиенте в тот момент, когда этот клиент получает от сервера новое значение для реплицируемой переменной. Эта штука, она не принудительно вызывает, а она как раз-таки срабатывает на изменения. То есть она хорошо, что сидит и ждет триггера. Изменения в акторе игрока задаются его клиентам, и мне не нужно жестко париться с репликацией. Она, вот этот вот метод, который ты сюда указываешь, он ждет триггер на то, когда придут пакеты на клиент с измененными данными. Как только пришли новые данные, он срабатывает этот триггер. А не ты вешаешь сюда и с помощью него вызываешь изменения, типа, мол. Детальное объяснение. Replicate using — это специальный параметр macros uProperty, который привязывает реплицируемую переменную с функцией обратного вызова. Ее еще называют onRep или rep notify функция. Эта функция автоматически вызывается при выполнении следующих условий. Где сработает? Только на клиентских версиях объекта actor. Она не сработает на сервере автоматически. Когда сработает? Сразу после того, как реплицируемая переменная на клиенте обновилась значением, пришедшим с сервера. Изменились
данные, вызвался Notify, происходит передача этой переменной на клиент. На сервере изменились данные. Сервер отсылает, только что ж писали, что сервер отсылает новые данные изменяются, и В потом, конце цепочки. а потом уже срабатывает вот этот метод, который мы сюда указываем. Так, при каком условии значения пришедшие серверы должны отличаться от текущего значения этой переменной на клиенте? Если сервер установит то же самое значение, которое у клиента уже есть, функция не будет вызвана. Также в анрепах можно в скобки записать тип переменной тот же, который у реплицируемой переменной, и эта переменная будет содержать старое значение до репликации. А что конкретно передается в этот метод RepNotify? Метод. Потискай с точками остановки, чтобы понять, как оно работает. В смысле, мы тебе только что, вот сейчас Владислав объясняет вот это вот, как работает. Я вот Gemini читаю, как это работает, это полностью подряд. Ты мне говоришь, потискай, типа, пойми, как оно работает. Значение, пришедшее с сервера, должно отличаться от текущего, это было так. А как это работает на практике? Представь, что у нас есть переменная health, здоровье у персонажа. Сервер изменяет значение. На сервере персонажа получает урон, и его health меняется со 100 на 80. Система репликации отправляет данные, как я прямо говорил. Сервер, опять может неправильно что-то, да? Сервер видит значение health изменилось и отправляет новое значение 80 всем клиентам, для которого этот персонаж релевантен. Клиент получает данные и вызывает функцию. На каждом клиенте движок получает значение 80, обновляет локальную переменную health и сразу после этого вызывает функцию, указанную в replicated using. Вот то буквально, что я говорил. Сервер меняет данные, отправляет пакетом, что он изменил данные. Ну, тут уточнение, что они должны быть другими, только потом он отправляет. Так вот, отправляет данные, они меняют в поле нашем эти данные, и потом срабатывает вот этот триггер только потом. Каким образом ты вот этим вот методом, который реакция на триггер, то, что данные прилетели другие с сервера, собираешься передавать данные? Что вот с помощью них, вот как-то ты там говорил, что данные будут передавать. Передавал бы с помощью них данные. Каким образом? Если это триггер на изменение, точнее, это реакция на триггер изменения данных. Я что-то не очень понял. Каким образом это? Важный момент и нюансы. Сервер не вызывает онреп, автоматический сервер и так знает, что он изменил значение, потому что он сам выполнил Ладно, Ну, этот код. поймешь. Биться в стену не хочу. Потискай, поймешь. Этот код. В смысле, потискай, поймешь. Если я им пользуюсь, типа, здрасте, у меня виджеты обновляются с помощью него. Анрепы можно использовать для отображения виджетов, допустим, потому что HUD есть только локально для каждого клиента. Либо аниминстанс может реагировать, так как он тоже только локальный. Ну, типа того, да. То есть это вот как раз таки... Ну, это ты тупо вешаешь делегат на событие изменения поля. Вот. И в него ты уже там, допустим, там поле изменилось, нам надо там виджет изменить, нам надо там еще какую-нибудь фигню сделать. То есть именно у клиента то, что происходит именно на клиентской части. Но у клиента обычно что это? Это что-то визуально отобразить. То есть виджет какой-то проиграть. Ну, данные изменить какие-нибудь, я не знаю, там, покемона выпустить на экран. Еще раз, сервер не вызывает онреп, автоматический сервер и так знает, что он изменил значение, поэтому, потому что он сам выполнил этот код. Если вам нужно, чтобы та же логика применилась, обновление US работало и на сервере, вы должны вызвать onrep health вручную сразу после изменения переменной. Начальная репликация. Когда актер впервые появляется у клиента, например, игрок вошел в игру или подошел близко, он получает изначальное значение всех реплицируемых переменных. Если эти значения отличаются от значений по умолчанию, функция Replication Using сработает для каждой из них. Передача старого значения. Функцию можно объявить с одним параметром, который будет содержать значение переменной до обновления. Это очень полезно для сравнения. Здорово. Основное применение. Replicate Using идеально подходит для запуска визуальных и звуковых эффектов на клиентов в ответ на изменение состояния игры, которое произошло на сервере, например, изменение здоровья, количество патронов, активация способности.
Ну, это то, как я понял. То есть объяснение ровно то, как я понял, и объяснение то, как я объяснил. Вот такая вот тавтология, типа. То есть он повторил то же самое. И где здесь что-то не так? Что, у ГПТ пойдем спросим? Или у Дипсюка? Или у Грока? Кто еще остался? Так, это наше хранилище как раз-таки для виджетов, которое нам надо. Вот это. Runes Array. Вот это надо изменить, как-то нейминг изменить. Потому что Vault, он путает. И на будущее Net Multicast никогда не используй для изменения реплицируемых переменных либо состояния игрока, только для неважных вещей спецэффекты, звук и так далее. Я не буду играть в догадки, пояснительную бригаду уже, да. Сейчас будем менять много чего. Ну же, я там уже накуролесил. Там уже есть. Приколы. Вообще нужно как бы... В том-то и вот я не знаю, как сказать, недавно шло озарение супер очевидное, то, что так как ты меняешь только на серверы, у тебя нет проблем с вот этой репликейт и прочее, то, что доходит. То есть у тебя клиент, он только всего лишь отображает, все остальное у тебя на сервере. То есть клиент говорит, там что-то сделай, что-то посчитай, он идет считать, он... Net Multicast — это передача всем игрокам данные. Нет, Net Multicast — это выполнение и на сервере, и на клиенте этого самого метода, который будет менять данные там и там. То есть если у тебя идет какой-нибудь этот... Короче, это выполнение там и там, везде. Клиент передал серверу, Везде. а сервер всем оставшимся игрокам. У тебя есть сервер, есть клиент, есть все. Ну, в общем, все очень просто. Логика у тебя, все расчеты и прочее ты отправляешь на сервер, а клиент у тебя только для отображения и для всяких там триггеров, которые, игрок-то что-то делает, допустим, нажимает на какой-то объект, то есть там должен удалиться или добавиться, или еще что-то произойти, и ты отправляешь это действие на сервер. Реплицируемые переменные, если персонаж зайдет в середине сессии, они изменятся для нового игрока. Если было через Net Multicast, то новые игроки не получат обновленные данные с реплицируемых переменных, а получат дефолтные значения. Нет, Multicast — разовое событие. Оно разовое, но оно отправляет всем. То есть ты когда вызвал Net Multicast, это говорит, что вот этот метод какой-нибудь там do something, он выполнится у всех клиентов и у сервера. То есть он у всех будет выполняться. Или нет? Перемены, если так, это надо, значит, заходить мне в такую вещь, как stats AS, и вот тут Net Multicast переделывает на сервер. Да, но есть но, которое описал выше. То, что если зайдет второй, там это самое, вот этот еще один и прочее, я понял. Мне-то пофигу, потому что 2 игрока, там в принципе нету этого. Считаешь, что Net Multicast — это for all player new data? В смысле считает? Так и есть. Только он еще на сервере выполнит. Это не только для всех игроков, это и для сервера задача. Ладно, здесь изменили, это такое дело. В общем, что я понял? Мы отправляем просто логику туда, она вся считает на сервере, у него все данные актуальные, он все это просчитал, а все остальное у нас, если нам надо на реплицируемых данных
ну, мы вешаем вот эту вот штуку. И, соответственно, и все, как бы, получили, и жизнь прекрасна. Ну, делегат, который Ну что, сколько мы... фипесов за синхронную физику дало? Где-то 150. Мы вот этот вот, он реп, или как там, репликит юзинг, короче, вешаем и получаем. Когда обновилось, мы там что-то триггеры какие-то вешаем, там виджеты обновить, там данные обновить, звук проиграть, музыку, звук, танцы, шманцы, эффекты и прочая фигня всякая. Вот. Ты говоришь так, что Net Multicast можно запустить от клиента. Иван, прочитай про правильное использование Net Multicast. Тут ты не прав. Состояние персонажей только через реплицируемые переменные. Нет Multicast для спецэффектов, звуков и так далее, иначе возможны проблемы. Если я правильно понял. Можно с клиента. Вот, Net Multicast можно с клиента. Drone. Drone, remove run мы сделали, добавление run мы сделали. Как клиент знает IP других игроков, чтобы им передать данные? Он не передает им данные, он вызовет на сервере, а сервер разошлет всем остальным. Это что, не очевидная история или что? Правильно. Вау. А я какую цепочку написал? Какую цепочку? Считаешь, что... А, ты про вот это считаешь, что Net Multicast это for all player new data? Ну, да, но только он еще и на сервере это выполнит. Но только, он не только у игроков это выполнит действие, он на сервере выполнит. Сервер это как отдельный, понимаешь? Сервер в том случае не будет выступать... Серверу, сервер всем оставшимся игрокам. Да, но он выполнять будет тоже у себя. Ну, то есть, если ты делаешь do something, please dance какой-нибудь, там выполняется метод внутри, то танцевать будет и первый клиент, и второй клиент. Ты говорил, что нет мультикаст для передачи данных, а это неправильное использование его. Так, я запутался. Кому это и это самое? Так, я дальше фигачу. Потому что мы тут 2 строчки написано, считай. Что за фигня? Ух ты, уже пора заканчивать. Ладно, еще чуть-чуть сидим. Так. Мы сделали руны, они у нас есть. Виджеты мы потом подвяжем. Они как раз таки к вот этому array должны подвязываться. Так, где main pawn? Get... Erroneous actor component. Erroneous actor component. А что, можно пояснительную бригаду по поводу... Клиент-сервер. Net Multicast — это все про передачу байтиков по кабелю Ethernet. Нолики и единицы. Ну да. Я опять же не понял, к чему это.
пояснительную бригаду по поводу... Блин, ты меня сбил, я забыл, нафига мне нужна была пояснительная бригада. А я что-то важное хотел спросить. Ни больше, ни меньше. А эти нолики и единицы выполняют свои машинные действия. Ты меня второй раз, да, попытался сбить? По поводу вызова этого, то, что с клиента вызывает, и то, что не с клиента. Мы же не можем триггернуть с виджета на сервер. То есть сказать, выполни метод, ну, короче, uFunction сервер вызвать. Мы этого не можем сделать. Потому что он сам существует только, ну, короче, не существует аналога на сервере такого. Ну, то есть аналог имеется в виду, что вот актор существует на сервере, а нам именно там копия, это не копия, но иллюзия, я не знаю, какой аналог придумать. Ну, в общем, то есть вот этот вот отослать действие на сервер, то есть uFunction сервер, может вызвать именно только то, что есть, короче, если есть оригинал на сервере этого объекта, только он может, да, отослать на сервер, получается. Вот так вот. Вот пояснительная бригада. Поэтому нужна была бы. Точнее, было бы хорошо. Так. В общем, если вкратце, изменение данных через нет мультикаст не добавляет, скажем так, эти изменения в список на сервере переменных, которые он будет отслеживать и реплицировать, если это необходимо для новых клиентов, либо для тех, у которых эти нужно сделать. Это просто разовое событие. И пока писал, прослушал, что ты спрашивал. Смотри, у нас есть uFunction сервер. Но если мы пропишем uFunction сервер для виджета, у нас ничего не произойдет. В чем мой вопрос? Вот этот uFunction сервер, то есть вызов метода какой-то на сервер, может сделать только тот объект, который есть тоже на сервере. Потому что у нас как происходит? У нас есть актор на сервере, это его оригинал. А на клиентах это так называемый, ну это не копия, это как иллюзия, то есть которые связаны вот эти вот. То есть вот эти штуки, они могут быть, потому что его оригинал есть на сервере. То есть получается, тот, кто есть на сервере, он может вызвать uFunction сервер. Тот, кого нету, в частности виджеты, те не могут вызвать. Я правильно понял? Я ни хера неправильно понял. Или я хреново объяснил? Якста иллюзия. Иллюзия, привет, давно не виделись. А чё ты давно так не заходишь? Чё за фигня? Чё пропускаем? А? Как дела, Фоллер? Где пропал? Работу нашел? Признавайся. Это ты там, это самое, как его, в CD Projekt Red сейчас делаешь новые эффекты для этого, ну этого, для Ведьмака, вот, помнил. Юрун. В целом, да, тебе выдаст ошибку, что данный объект null. Нет. Виджет вообще не должен вызывать функции нарушения ответственности. И да, виджет не может. Он только локальный, и для виджета сервер — это тот клиент, на котором он запущен. Отсюда ошибки. Файлур оформлял сделку по передаче исходников от своего лутер-шутера. Подожди, отсюда ошибки. Не, я не про ошибки. Я не про то, что виджет может вызывать или не может. Я знаю, что он не может вызывать и так не делается и прочее. Я вообще сам принцип спрашиваю о том, что вызов вот этого uFunction сервер может делать только тот объект, которого оригинал есть на сервере. Ну, то есть, вот у нас есть актор, который реплицируется, то есть его создал сервер, он реплицируется, соответственно, этот актор что-то на сервер может. По сути, да. Может отправить. Но если бы был создан актор, который не реплицируется, он ничего не может отправить никуда.
Ну, из себя имеется в виду. В сути, да. Всё. Да, ты правильно мыслишь. Сервер попробует вызвать функцию, получит, что Act not found и крашнуть может. О, это прикольно. Если крашнуть, это мы одобряем. Потому что у него есть сетевой ID, по которому сервер его инициализирует. Товарищи вы мне объясните такой момент. Рунес, потому что... Рунес, все, момента нет, все. Все хорошо. Есть сетевой ID, по которому сервер его инициализирует. Ну вот, я же говорю, что... Вот если как бы его оригинал есть на сервере, значит он триггерит этот метод. Если нету, то все как бы... Runes AS. Так. Подожди, что здесь происходит? Что здесь происходит? Что за магия? Runes AS. Если не Runes AS, то Runes AS Ryan get world. Если не get world, то U Runes AS. U Runes S. Runes AS. Теперь осталось подключить его. Это, кстати, убрать. Кстати, вас надо удалить. Красота. Не красота ли? Чё, все меняем? Чё, все меняем? Вот это что, тоже менять? Вот эти вот F-input actions, что ли? Вдруг они того? Ну, это текст добавляет, слышишь? А он не похерит? Как Unreal отнесется к данным, которые там были? Или он не их похерит? Мне их заново придется вводить. Или он эту обертку не воспримет как другую, прям другую. Просто если у нас там условно идет int, и мы напишем 10, да, потом мы его изменим на float, и там уже будет 0, там ничего не будет. Ну, потому что другой тип данных. А вот тут что будет происходить? Ну, вот это вот пофигу, потому что это мы создаем на этом, на конструкте. Плевать. Слышишь, а ну скопируй полностью. Так вот. А еще инпуты хорошо бы перенести в контроллер, чтобы не создавать из актора GetObject и чтобы все соответствовало принципу ответственности. Ну это ёпиком скажи. Это ёпиком скажи. Гением. Это самое. И прочим. Ничего не знаю, они сами создали его здесь. Я не трогаю. Ну точнее, они там не в main.pam, не у них в характере это есть, но... Так, failed. А чё failed? Что отвалилось? To use cast? Кто ты? Воин. Warning cast not... чё? А еще чё?
Вот здесь вот. Молодец. Зачем им говорить? Пешка это просто исполнитель. Контроллер отвечает за ввод от игрока. Не, ну у них в характере есть этот самый... как его... Ты же когда Я создаешь... свои input экшены сразу в контроллер перенес. У них же, когда создаешь характера, у них инпуты в этом, в характере, а не в контроллере. И потому я могу контролировать любого своего чарактера. Диндиракл респект. Так. Сейчас-то ему что не нравится. Virtual Void Get Lifetime Replicate. Владислав, Ну да. спасибо. Ну да. Где этот метод? Вот этот. Мы не реализовали. А зря. Очень даже зря, знаете. Зря так-то. Очень даже зря. Я в блупринтах написал тестовый пассис на своего моба. Он контролится почти так же хорошо, как актор игрока. Еще нам надо подключить вот эту штучку. Ну вот, теперь все хорошо. А теперь я хочу посмотреть с данными. Сейчас данные передадим. А какой метод у нас там в контроллере отвечает за этот? У нас же в павне существует метод... подожди, контроллер, он же от актора идет. У него, скорее всего, тот же метод используется. Вот этот setup input component. Если нет камеры, то он создавал актору новую. У нас же тут setup input component, а как мы через этих, что ли, дрочить его? Зачем нам лишний этот? И плюсом будет, если тебе нужно будет, допустим, пересаживаться на другую пешку. Не нужно дублировать код. Ну, в данном случае не придется пересаживать. А зачем дублировать? А наследование шутка, что ли? А пешку отнаследовать шутка? Наследование тем временем. Я для тебя что? Шутка какая-то. Где у меня эта пешка, пипешка, пипишка, пешка, пешка, пипишка? Пешка, пипешка. Не отвалилась. Это что такое? Это тестовый мы этот таймы дрочим. Ничего не отвалилось, хорошо принимается. Так вот, там же надо будет, если мы перенесем его... А в машину, а в коп, а в метлу Nimbus 3000 они все чарактерами будут, что ли? Не, павнами. Павнами все будут павнами. Даже куб. Не, я понял, о чем ты, но... Так у тебя павн игрока и павны врагов башен ведь не в одной ветке находятся. Ну да, но я не собираюсь в них вселяться. Давайте начнем с этого. Если здесь вообще пофигу. Здесь нет ни задумки, ни желания, ничего нет вообще, ничего, чтобы вселяться в кого-то. Но вообще это, конечно, принимается, да, то, что там более гибкая история получится. А что делать с этими тогда? Вот как вот это вот? Просто вызов из типа указателя делать? Ну, то есть вот здесь получаем. Или имеется в виду... Что имеется в виду? Мы же должны будем получить его, правильно? Овнера там как-то... Это рекомендации к чистому коду для будущих проектов, чтобы привыкать к хорошему. Это, конечно, здорово.
поводу... Сейчас дам больно. Вызов методов. Мы же чисто с этого вытаскиваем, с указателя, получается. И может, а надо делегат сюда привязать. Ну, какой метод он будет вызывать? Владислав Прокопев GameDev раньше вроде был против преждевременного рефакторинга, что изменилось. Ему сложно привыкать к хорошему. Да, понятно, понятно. Так, контроллер, это все меняется как-нибудь потом. Куда? Тихо, блядь, не падай. Я сказал, блин. Так, я не знаю, что вам услышалось, там послышалось. Так. Значит. Рун мы получили, все мы получили, этот сделали. Теперь следующее мы, наверное, заканчиваем. И в следующий раз продолжим. Компоненты у нас есть. The Camel Keys Inquisitor, так тут просто делать правильно, чтобы не рефакторить. Просто хорошая привычка. Привычки переучивать иногда больно. Это ж не то, что привычки, это просто есть. Надо заснять этот момент, пока стример не вырезал его. Кого? Я ничего не это самое. Вам микрофон просто плохо передает. Он не то передал, то, что я сказал. Он неправильно передал. Вот. Вот этот вот здесь вот массив, тот, который у нас руны, вот они текущие. Вот эти вот 1, 2, 3, это их количество, а иконки ж у нас до таста тянутся. Вот здесь это не отображается, поэтому они репликейтед. И поэтому нам надо, чтобы они были репликейтед. верю, вот тут плюс, верю. Да, так все и было. Что ты это самое начинаешь? Надо будет связать вот этот виджет с тем этим, чтобы он его, ну, связанный, короче, был. Короче, чтобы он связан был. Вначале сделаем, чтобы мы их получали. Ну, пока просто нажимаем кнопочку, мы их получаем. Чтобы они отображались. Вот эту часть сделаем. Потом сделаем часть с тем, что мы нажали, у нас инфа. С тем, что именно это за руна. Ну и потом здесь кнопочка apply, типа применить. И вот она уже делает свои вещи. Она уже делает свои вещи, всякие штучки-дрючки. Да, таков план. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только. Ссылка в описании. Пока-пока. И всем пока.